Космические путешественники. Давайте отвлечемся от красот и загадок Вселенной. В этот раз цель нашего полета будет более прагматичной. Мы поищем себе на просторах мироздания второй дом. Не беда, что нет каталогов с описанием и точной визуализацией подобной недвижимости, и риэлторы ничего не предоставят нам для прямого осмотра в такой дали. Их вполне заменят ученые, которые уже предлагают подходящие для колонизации небесные тела и даже варианты там жилья. Как вам жизнь в космической бочке? Или путешествие между звездами и галактиками в космическом трейлере? Впрочем, не спешите с выбором. Познакомимся с объектами поближе, тогда легче будет все решить. Мы не первые, кто интересуется подобными поисками. Издавна люди мечтали обрести второй дом где-нибудь в глубинах космоса. Глядя на звездное небо, они представляли, какой богатой и свободной может стать их жизнь на какой-нибудь плодородной планете. Но сейчас колонизация из романтических грез превращается в насущную необходимость. Войны, глобальные экологические катастрофы, неконтролируемый искусственный интеллект представляют огромную угрозу человечеству. Конечно, еще больше истощатся ресурсы. Это не только усложнит бытовую жизнь, но и остановит научно-технический прогресс. Например, наверняка можно будет навсегда попрощаться с космическими полетами. Они ведь пожирают массу энергии. Такой роскоши человечество себе позволить не сможет. Вот тогда люди будут с тоской смотреть в небо и пытаться покинуть Землю на любом летательном средстве, даже совсем не подходящем для перемещений по космосу. Чтобы в один прекрасный день не пришлось наспех паковать чемоданы и бежать с Земли неизвестно как, ученые ищут нам вторую альма-матер. Предложений очень много, и каждая имеет свои плюсы и минусы. Скажем сразу, в пространстве пока не найдено двойника Земли, так что никто не предложит нам космический дом под ключ, и придется каким-то образом адаптировать место проживания к своим самым насущным потребностям. Ученые выделяют два основных способа, как это можно сделать. Перспективным методом считается обустройство поселения, полностью изолированного от окружающей среды. Например, на космическом объекте можно построить город-сад, по сути, огромную искусственную биосферу. Подобного рода строения, согласно самым грандиозным замыслам, охватит всю планету или другое небесное тело, куда мы захотим переселиться. Особенно подходит этот метод для планет с низкой гравитацией, которые не в состоянии удержать собственную атмосферу. В таком городе будет поддерживаться нужная температура на излишне холодных или горячих небесных телах. Для этого внутреннюю поверхность теплицы достаточно, например, покрыть микроскопически тонким слоем алюминия, отражающего инфракрасное излучение. Жилье будет герметичным и находиться под давлением. В городе станут контролировать состав и качество воздуха. Словом, жизнь как в раю. Хотя, какими бы гигантскими и комфортными не были города под куполом, из них просто так не выйдешь погулять по поверхности планеты. Колонистам придется всю свою жизнь находиться в замкнутом закрытом пространстве или появляться на свежем воздухе в герметичных скафандрах. Полноценной жизнью это не назовешь. Изменение окружающей среды до состояния, пригодного для обитания, и терраформирование – другое дело. После его проведения колонисты будут свободно передвигаться по открытому пространству в условиях, близких к земным. Это, конечно, чрезвычайно удобно для переселенцев. Однако метод намного сложнее, чем устройство городов под куполом, и подходит далеко не для всех планет. Очевидно, что на газовых гигантах практически невозможно создать твердую поверхность при современном развитии науки и производства. Технологический уровень для этого должен быть на порядок выше. То же самое относится к планетам с аммиачными ледниками глубиной в несколько сотен километров, множеством действующих вулканов или ужасными землетрясениями. В отличие от этих проблем, подгонка климата под нужды человека несколько менее сложная задача.
Ее можно провести с относительно минимальными затратами. Например, раскаленную экзопланету, вероятно, получится охладить путем наполнения пылью атмосферы, что создаст аналог ядерной зимы, а замороженный мир, наоборот, удастся нагреть путем ядерных ударов в залежи породы, содержащей воду. Тогда в атмосфере окажутся парниковые газы, которые поднимут температуру. Такой же результат даст создание парникового эффекта с помощью солнечных зеркал. Также в некоторых случаях понадобится ускорить вращение экзопланеты вокруг своей оси. Подобную меру придется принять для снижения перепада температур между ее дневной и ночной стороной. После регулировки температурного режима следует приспособить к нуждам человека атмосферу. Необходимая масса летучих веществ может быть привнесена извне кометами, замороженными астероидами или выпарена из ледяных масс на поверхности планеты. Чтобы затем наполнить атмосферу кислородом, придется сконструировать соответствующую экосистему. Нужно выбрать такие бактерии, растения и животных, которые приживутся в первоначальной атмосфере, а затем обогатят ее кислородом и заодно создадут почву. Также возможны комбинации перечисленных вариантов. Какие небесные тела перспективны для возведения закрытых городов или терраформирования? Их астрономы называют немало. Ближе всех из таких кандидатов к нам находится Луна, и ее ландшафт достаточно хорошо изучен. Владельцы лунной недвижимости попадут в мир, богатый ценными ископаемыми – железом, алюминием, титаном. В верхнем слое грунта много редкого гелия-3, который используют как топливо для термоядерных реакторов. Добавим к этому, что на поверхности и внутри Луны, в районе полюсов, обнаружена вода в виде льда, но ее очень мало. К тому же наверняка понадобятся очистительные установки, так как лунная вода может содержать вредные примеси и радиацию. Есть и другие минусы будущего заселения спутника Земли. У него нет атмосферы и магнитного поля, которые задерживают метеориты, солнечную радиацию. Если астронавт будет находиться на лунной поверхности более 100 часов, то с вероятностью в 10% получит опасную дозу излучения. А в случае солнечной вспышки, которая выделяет жесткие рентгеновские лучи, для смертельного исхода хватит нескольких минут. Температура на спутнике тоже не подарок. Из-за отсутствия атмосферы она колеблется от минус 173 градусов Цельсия ночью и до плюс 127 днем. Так что переселенцам придется прятаться в капсулы или купола с искусственной атмосферой и решить, где брать воду и воздух. Их можно доставлять на станцию или синтезировать, однако первый вариант очень дорогой, а второй – сложный по технологии. Наконец, большую проблему представляет обычная пыль или реголит. На Луне она состоит из острых частиц и как нанокинжалами кромсает все вокруг. Эта пыль проникает буквально везде, уменьшая срок работы механизмов, а при попадании в легкие пыль становится угрозой здоровью человека. Однако ученые называют множество вариантов ее полезного применения. Они нашли в лунной пыли большое количество газа. Этот слой грунта возник в результате дробления и спекания лунных пород, метеоритов в условиях вакуума, а также ничем не ослабленного космического излучения. Оно состоит из смеси измельченных гумусовых почв, золы, аллювия, скальных осколков, ледяных отложений и других компонентов. Исследования показывают, что кислород занимает приблизительно 40-50% его состава, но газ связан в оксидах, которые входят в состав минералов или стекла и недоступен для немедленного использования. Экспериментаторы уже давно пытаются извлечь кислород из этого соединения, пока что попытки дают неудовлетворительные результаты. Предложенные методы позволяют получить лишь очень низкий выход кислорода или требуют для плавления экстремальных температур выше 1600 градусов. И лишь установка, которую недавно создали ученые из Шотландского университета в Глазго, приблизила все к реальности. Устройство рассчитано на добычу кислорода на Луне в грандиозных масштабах. Сырья хватит с лихвой. Пыль сплошным ковром покрывает поверхность спутника Земли. Ее толщина местами достигает нескольких метров. Специалисты из Глазго успешно выделили кислород из симулятора лунного грунта путем электролиза расплавленной соли. С
помощью данного метода за 50 часов удалось извлечь 96% кислорода, содержащегося в реголите. Кроме того, по окончанию процесса исследователи ожидал бонус в виде смеси металлических сплавов. Таким образом, из 3 тонн реголита можно получить приблизительно тонну кислорода. Для этого на Луне понадобится разместить специальные электрохимические реакторы высотой около метра. Устройства будут работать от солнечных батарей и накапливать энергию в течение лунного дня. Для стабильного и бесперебойного обеспечения энергоресурсами будущей колонии может потребоваться и строительство ядерного мини-реактора. Ученые считают, что такая станция будет установлена на Луне уже в относительно недалеком будущем. И, конечно, специалисты разрабатывают концепции селений, соответствующих условиях спутника Земли. Интересный вариант лунной деревни предложили в Европейском космическом агентстве и Массачусетском технологическом институте. Авторы считают лучшим местом для строительства площадку возле кратера Шеклтон на южном полюсе Луны. Там достаточно солнечного света в течение всего лунного года. Хотите присмотреть себе деревенский домик в том месте? Предложений, вероятно, окажется достаточно. Здания в поселке будут состоять из множества жилых модулей с системами жизнеобеспечения, медицинскими пунктами и инфраструктурой из титанового сплава. В каждом таком доме будут 390 кубических метров жилого пространства и 104 кубических метра технических помещений. Все здания разделят на несколько уровней и соединят между собой, так что ходить в гости к соседям не составит труда. Посмотрим теперь, что могут предложить планеты Солнечной системы. Нас интересуют скалистые небесные тела. Таким является Меркурий. Хотя из-за близости к Солнцу, казалось бы, его следует сразу исключить. Но астрофизики считают, что не все так однозначно. Несмотря на слишком тесную дружбу планеты со своим светилом, полюса Меркурия теоретически покрывают ледяные шапки. Это делает полюса подходящими для основания колонии. Вполне вероятно, что планета станет для людей настоящим Эльдорадо. Меркурий может предложить огромные запасы солнечной энергии. В его почве, по мнению ученых, много гелия-3 и богатой руды, доступной для добычи. Есть там и некоторые земные удобства. Планета имеет большую плотность из-за массивного железного ядра, обладает гравитацией, а также генерирует заметное магнитное поле. Его мощность, правда, составляет всего 1% от земной. Тем не менее, магнитное поле Меркурия задерживает некоторую часть солнечного ветра и космического излучения, снижая радиацию на поверхности планеты. В то же время чрезвычайная близость к Солнцу может серьезно помешать колонизации. Что делать с адскими температурными качелями на планете? Ее дневная сторона раскалена до 350 градусов Цельсия, а ночная заморожена до минус 170. Вдобавок у планеты нет атмосферы, задерживающей солнечную радиацию. В будущем, вероятно, появится возможность терраформировать этот мир. Но на сегодняшний день затея безумно дорогая, и для ее реализации нет нужных технологий. Однако недавно появилась идея, как можно начать колонизацию Меркурия прямо сейчас. Зонды обнаружили на планете глубокие лавовые трубы. Их так много, что сверху поверхность Меркурия похожа на швейцарский сыр. Поселения внутри лавовых труб окажутся естественным образом защищены от солнечного излучения и экстремальных температур. Ничто не мешает нам во время полета присмотреть себе какую-нибудь лавовую трубу по вкусу. Нельзя исключать, что когда-то это станет элитным участком в колонии на Меркурии. В то же время не стоит спешить. В Солнечной системе у нас еще много объектов для осмотра. Правда, у соседки Меркурия Венеры, похоже, все еще хуже. На Венере жарко, как на горячей сковороде. Средняя температура ее поверхности составляет плюс 467 градусов Цельсия. Там практически нет воды, поэтому ее придется добывать искусственным путем. Теоретически воду можно черпать на ближайших кометах и астероидах или синтезировать, например, из атмосферного СО2 и водорода. Ее плотная атмосфера также прикроет колонистов от радиации и метеоритов. Однако густые облака Венеры на 96,5% состоят из вредного для человека углекислого газа.
Большое количество этого газа в атмосфере создает экстремальный парниковый эффект. Отсюда и аномально высокая температура на поверхности Венеры. Атмосферное давление зашкаливает еще больше. Оно почти равно делению на глубине 900 метров под водой на Земле. Самые защищенные зонды живут в тех жестоких условиях всего несколько часов, прежде чем их сплющит гигантский атмосферный пресс. Еще в верхней атмосфере Венеры в результате взаимодействия солнечного излучения с диоксидом серы, водяным паром и углекислым газом образуется серная кислота, и планету заливают ядовитые кислотные дожди, а ветер сносит все на своем пути, достигая скорости 360 км в час. Тем не менее, ученые разрабатывают план терраформирования Венеры. Если, например, венерианская атмосфера получит земной состав, то средняя температура на ее поверхности по расчетам составит около 26 градусов Цельсия. На Земле для сравнения этот показатель составляет 15. Но существует и более удивительная концепция. Она переворачивает все представление об адской планете, предполагая, что Венера скрывает вторую Землю. Правда, не на поверхности, а за облаками. На высоте примерно в 50 километров находится область с уровнем давления и гравитации почти как на Земле. Да и температура там поменьше, около 30-50 градусов Цельсия. Так почему бы не создать колонистам райское жилище в облаках? Давайте посмотрим, какую недвижимость космические риэлторы могут сейчас предложить. Команда инженеров НАСА приступила к разработке концепции воздушного поселения. По плану оно будет выполнено в форме дирижабля длиной 129 метров и высотой 34 метра. Облачное судно понадобится защитить от высоких температур лишь тонким внешним барьером. Дирижабль наполнят кислородом и азотом, необходимыми для дыхания людей. Эта газовая смесь легче венерианской атмосферы, а значит, она поднимет дирижабль в небо и позволит ему парить в облаках. У плавучего небесного города не возникнет проблем с энергией. Ее в огромном количестве дадут солнечные батареи, ведь Венера расположена близко к Солнцу. Этой энергии вполне хватит для всех нужд поселенцев и для охлаждения города. Но вот когда начнется реализация проекта, неизвестно, так что у нас есть время подумать о квартире в дирижабле на Венере, а пока осмотреть другие места. Самой популярной, несомненно, является идея колонизации Марса. И неспроста. Существует много факторов, которые сулят переселенцам успех. Марсианские сутки равны 24 часам 39 минутам, что очень близко к земным. Наклон оси планеты к плоскости эклиптики составляет 25,19 градусов, а земной 23,44 градуса. Благодаря этому на Марсе, как на Земле, существует смена времен года. Правда, сезоны там меняются почти в 2 раза реже, ведь марсианский год длится 687 дней. У Красной планеты также есть атмосфера. Ее плотность составляет всего 0,7% земной. Но эта тонкая паутина дает некоторую защиту от солнечной и космической радиации. На Марсе имеется вода в виде больших и доступных залежей льда. Еще планета богата минералами. Их химический состав намного разнообразнее, чем у других небесных тел вблизи от Земли. Однако не стоит думать, что Красная планета легко дастся в руки переселенцам. На ней есть сила тяжести, но очень маленькая. До сих пор неизвестно, позволит ли она избежать проблем со здоровьем, возникающих при невесомости. Температура на Марсе слишком низкая, в среднем минус 63 градуса Цельсия. Атмосферное давление составляет менее 1% земного. Людям не выжить на его поверхности без скафандров. К тому же состав атмосферы сильно отличается от земной. В ней 95,3% углекислого газа, немного азота и аргона, а кислорода и воды всего лишь 0,01%. Да и вода не может существовать на поверхности планеты в жидком состоянии. Даже при 0 градусов вследствие низкого давления она превращается в газ. К тому же жидкость, обнаруженная на Марсе, представляет собой концентрированный солевой раствор. Тем не менее, Илон Маск уже подготовил план колонизации Марса.
По его расчетам, к 2050 году на Красной планете может появиться город с населением в 1 миллион человек и развитой промышленностью. Город предполагается построить под землей или на поверхности под защитными куполами. В НАСА уже провели конкурс на лучший марсианский дом в рамках специальной программы 3D Printed Habitat Challenge. Есть интересные проекты домов в стиле корабля с роскошными каютами и многоуровневой футуристической бочки. Но что если жизнь на корабле или в бочке вам кажется слишком экзотической? Обратите внимание на один прекрасный и более традиционный вариант. Первое место в конкурсе занял проект 4-этажного иглу, жилища эскимосов, адаптированного под условия Марса. В нем предусмотрено множество апартаментов и общественных помещений, соединенных винтовой лестницей. Комнаты спланированы с изогнутыми стенами. По словам авторов проекта, это сделано в первую очередь для создания иллюзии большого пространства. На этом мы закончим осмотр потенциальной недвижимости на планетах Солнечной системы. Остаются или газовые гиганты без твердой поверхности, как Юпитер и Сатурн, или насквозь промерзшие снежки типа Нептуна. Несмотря на это, наш полет по Солнечной системе продолжается. Не будем забывать, что почти у всех планет, кроме Венеры и Меркурия, есть спутники. Мы уже присмотрелись к Луне, которая ближе всего к нашему миру. А как обстоят дела со спутниками других небесных тел? Астрономы утверждают, что в отношении колонизации очень даже неплохо. Есть спутники, которые подходят для создания поселений даже лучше, чем их планеты. Среди таких лун ученые называют Энцелад, Титан, Европу, Миранду, Тритон. Мы остановимся на 2 других лунах и посмотрим, что они могут предложить колонистам. Титан наряду с Марсом сейчас находится в лидерах топа претендентов на колонизацию. Все больше ученых отдают свои голоса за этот спутник Сатурна. Титан по размеру ближе к небольшой планете. Он 10-й по величине объект в Солнечной системе, включая нашу звезду. Его диаметр достигает 1,06 аналогичного показателя у Меркурия, 1,48 лунного и 0,40 раза земного. Этот крупный спутник похож на Землю больше других небесных тел Солнечной системы. На Титане много озер и жидких метана и этана, которые поразительно напоминают наши водоемы. Их постоянно пополняют метановые дожди. Суша покрыта дюнами из твердых углеводородов, внешне сходными с песчаными холмами на Земле. Эти углеводороды способны стать отличным источником энергии для колонистов. От радиации переселенцев защитит магнитосфера близкого Сатурна и азотная атмосфера самого Титана, которая на 50% толще земной. А водяной лед прямо под поверхностью спутника можно использовать для получения кислорода. Правда, на Титане царит ужасный холод. Температура в среднем составляет 180 градусов Цельсия. Но самое удивительное, что колонистам, вероятно, не придется прятаться под скафандрами от лютой стужи. Весь фокус в том, что плотная атмосфера Титана рассеивает холод. Она позволит людям гулять по спутнику просто в теплой одежде и респираторах. А жилье переселенцы могут делать из пластика, используя местное сырье. Ученые считают, что на Титане стоит возводить дома в форме куполов, надутых теплым кислородом и азотом. Если вы присмотрите внутри одного из таких сооружений уютное гнездышко, то, скорее всего, не пожалеете. Пусть под куполом не очень много места, вы будете избавлены от вечной тесноты и скуки. Всегда можно выйти на улицу и оказаться в таком себе Титана-ленде, размером с весь спутник. В нем можно, например, полетать как птица. Слабая гравитация в сочетании с плотной атмосферой позволит совершать воздушные пируэты без помощи каких-либо агрегатов, просто с крыльями за спиной. Если бы Титан вдруг каким-то образом переместился на Землю, то от туристов бы не было отбоя. А на другом гиганте, крупнейшем спутнике Юпитера Ганимеде, вас каждый вечер ждет потрясающее небесное шоу. Ученые считают Луну очень перспективной для колонизации, хотя Ганимед как-то не особо на слуху. Так что пока он не раскручен, самое время присмотреть себе на спутнике какое-то жилье. Вы получите недвижимость в местности, где есть вода,
По мнению ученых, ее много под корой спутника. У ученых есть подозрение, что под поверхностью Ганимеда может скрываться огромный океан. К тому же лед на его поверхности относительно тонкий и легкий для бурения. Очень важно, что Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями часто можно наблюдать великолепные огни северных сияний. Спутник обладает разряженной атмосферой, в состав которой входит кислород. И хотя его крайне мало для полноценного дыхания, его можно добавить при небольшом и относительно несложном терраформировании Ганимеда. Кислород и магнитный зонтик каждый вечер обеспечат вам место в первом ряду на ярком разноцветном шоу «Аврор». Да, вам понадобится особо теплый скафандр, потому что на Ганимеде царит смертельный холод. Правда, температуру способна смягчить атмосфера спутника, если она есть, или эту Луну можно слегка подогреть во время терраформирования. И может летать как птица на Титане, любоваться аврорами Ганимеда вместе с колонистами порой будут их космические гости. Речь идет не об инопланетянах, а о жителях других поселений, расположенных прямо в межпланетном пространстве. Идея не нова, ее предлагали еще в 1960 году, но лишь недавно команда ученых из Стэнфордского университета разработала проект современного поселения среди звезд и планет. Оно выполнено в виде тора диаметром в 1,6 километров и толщиной 150 метров. Такой город вместит около 10 тысяч человек. Для создания искусственной силы тяжести его заставят непрерывно вращаться вокруг своей оси. Также предусмотрена защита от солнечного излучения. Город будет иметь промышленную зону для переработки руды с близлежащих планет и их спутников, а выработанный шлак можно сбрасывать наружу. Он превратится в надежный экран от всех видов излучения. В жилой зоне каждому колонисту предоставят отдельные апартаменты, расположенные на разных уровнях. Вся конструкция внутри будет связана винтовыми лестницами. Правда, на этих лестницах люди зачастую будут видеть друг друга вверх ногами и вниз головой. Эффект возникает, поскольку при постоянном вращении города вестибулярный аппарат человека не сможет распознать спиральную форму лестницы. Если вам трудно жить в перевернутой среде и вообще не устраивает полностью искусственное сооружение прямо в пространстве, можно присмотреть там более естественный вариант. Специалисты предлагают приспособить под жилье огромные космические скалы, такие как астероид Веста, диаметром 525 километров. Хотите стать хозяином Небесной горы? Чтобы лучше сориентироваться, давайте осмотрим подобную недвижимость. Ее хотят возвести в рамках проекта «Обитаемый Бенну», названного в честь небольшой скалы диаметром чуть больше 300 метров из пояса астероидов. Согласно некоторым теориям, астероид внутри является полым. Исследования также показывают, что для строительства городов подойдут и многие другие астероиды диаметром от 300 метров. Группа ученых из университета Рочестера в Нью-Йорке разработала иной план превращения небесных тел в космические города. Основная концепция исследователей основана на идее цилиндра О'Нила, вращающейся конструкции космической колонии. Материал астероидов вполне для этого подойдет. Для скрепления конструкции предполагается использовать мегалегкую и в то же время сверхпрочную сетку из углеродных нановолокон. Далее вращение астероида приведет к тому, что под действием центробежной силы камни будут расширять мешок наносетей и уплотняться, что как раз и нужно для строительства жилья. Заодно такой материал отлично защитит колонистов от космической радиации. Астероид диаметром 300 метров может превратиться в цилиндрическую космическую область площадью около 35 квадратных километров. Это примерно размер Манхэттена. И, возможно, когда-то летающие искусственные горы и поселения внутри астероидов откроют перед вами просто фантастические возможности. Есть идея превратить их в нечто подобное космическим трейлерам. При необходимости такое жилье можно будет присоединять к звездолетам и отправлять в далекие миры.
Ну, просто на экскурсию или как временное пристанище для возведения на экзопланетах стационарных городов. А выбор здесь, казалось бы, уже большой, ведь на сегодняшний день ученые открыли более 5500 экзопланет. Только из них нам подойдут лишь немногие небесные тела. Экзопланета, пригодная для колонизации, должна иметь подходящую температуру, какую-то атмосферу и магнитное поле для защиты от радиации, жидкую воду и много всего прочего. Чем больше параметров сходства с Землей, тем лучше. Но вот твердая поверхность – основополагающий принцип. Уже известно достаточно таких миров, и даже создана визуализация 900 скалистых экзопланет. Среди этих небесных тел мы можем найти перспективных кандидатов на заселение. Кеплер 438b отлично подойдет тем, кто любит жить в глуши. К экзопланете придется лететь далеко, в созвездии Лиры, на расстоянии 473 световых года от Земли. Предположительно, Кеплер 438b всего на 12% больше Земли. Ученые считают, что планета находится внутри обитаемой зоны звезды. Значит, потенциально на ней может быть жидкая вода. Но жизнь в тех краях, вероятно, оказалась бы весьма трудной для человека. Средняя температура на скалистой поверхности Кеплер 438b составляет всего 3 градуса Цельсия. Это маловато, хотя лютой стужей не назовешь. Хуже то, что экзопланета вращается вокруг неспокойного красного карлика. Он тусклый и прохладный, тем не менее нередко демонстрирует свой взрывной характер. Супервспышки на звезде происходят раз в несколько сотен суток, и они в 10 раз мощнее солнечных. Снизить губительное влияние этих потоков плазмы может полноценная атмосфера, и сейчас ученые пытаются ее найти. Ждем. Это сильно может увеличить или снизить шансы колонизации экзопланеты и привлекательности ее будущих городов. Впрочем, многие все равно захотят быть ближе к Земле, так что поищем для них подходящие варианты. Например, стоит отметить Рос-128b из созвездия Девы, на расстоянии всего 11 световых лет от Земли. Полученные данные позволяют астрономам говорить о том, что экзопланета находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Год на небесном теле длится лишь 9,9 земных дней, но его звезда тоже тусклый холодный красный карлик с температурой поверхности почти вдвое ниже солнечной, так что планета получает всего в 1,38 раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Исходя из этого, астрономы предположили, что Рос-128b находится в обитаемой зоне своей звезды. Ее масса 1,35 земной, а радиус не более чем в 1,7 раза превышает соответствующий показатель нашей планеты. Это означает, что перед нами откроется скалистый мир. Состав и радиус Рос-128b помогли астрономам определить ее отражательную способность и, следовательно, оценить температуру. Результаты оказались фантастическими. Она предположительно в среднем аналогична земной. Мы, наконец, нашли рай для переселенцев, и нужно скорее присматривать здесь жилье. К сожалению, есть нюанс, который способен испортить все. Из-за близости к звезде экзопланета, вероятно, всегда обращена к ней одной стороной. Так что половина Рос-128b представляет собой ледяное царство, а другая — раскаленный ад. И все время из-за разницы температур над ее поверхностью бушуют ужасные бури. То есть, как предполагается, обитаемой будет только маленькая полоса на границе двух полушарий. Однако может оказаться иначе. Если у Рос-128b подходящая атмосфера, то она ослабит температурные качели. Средний показатель составит приятные плюс 20, но сильные ветры все же и при такой модели постоянно будут бушевать на Рос-128b. Хотите слушать их свист, отдыхая в теплых комфортных апартаментах колонии? Тогда вам именно сюда. А если вы видите свой второй дом еще ближе к первому, то подойдет Проксима b, наша соседка всего в 4 световых годах от Земли. Экзопланета живет буквально рука об руку со своим светилом, совершая оборот вокруг него всего за 11 дней.
Ну и Проксима Центавра – тусклый красный карлик. В результате экзопланета получает 65-70% потока излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. На экзопланете может быть жидкая вода, если подходит температура. Ее средний показатель, как выяснили ученые, на Проксима Б равен примерно минус 39 градусов Цельсия. Но тогда в таком ледяном царстве не замерзнет разве что волшебная вода, и освоение этого мира отменяется. Хотя спешить с такими выводами, как уверяют астрономы, не стоит. Звезда очень сильно притягивает близкий к ней мир своей гравитацией, и Проксима Б всегда повернута одной стороной к светилу, а другой в космос. На стороне Проксима Б, что смотрит на красного карлика, конечно, намного жарче, чем на противоположной. Температура в темной области предположительно превышает нулевую отметку, но не поднимается слишком высоко. Это подтвердили две климатические модели ученых Эксетерского университета и Британского метеорологического института. Данные модели вообще превзошли самые смелые ожидания ученых, показав на Проксима Б очень стабильный климат. Вот где недвижимость может стать просто золотой. Или наоборот, не будет стоить ни гроша. Проксима Б вполне способна оказаться жестоким и бесплодным миром. Близкая звезда со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает от светила в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. К тому же, подобно многим красным карликам, Проксима Центавра время от времени вспыхивает ярким огнем, выбрасывая мощные потоки радиации. Правда, как и на предыдущих экзопланетах, спасти положение может густая атмосфера, которая прикроет поверхность от смертельного излучения. Есть ли она у Проксима Б, покажут дальнейшие исследования. Но даже если у экзопланеты нет покрова, можно построить подземные города, куда не доходит смертельное излучение, или же спрятаться от него в водоемах. Словом, варианты для приобретения недвижимости во Вселенной неизмеримо широкие. И если вы подобрали себе во время нашего путешествия что-то по душе, давайте представим, что вы уже переселяетесь в свой второй космический дом. Как все будет происходить? Здесь наверняка можно сказать лишь одно: колонистам придется невероятно трудно в суровых условиях чужого мира. Хотя есть и более благоприятный вариант. Сначала в будущую колонию отправятся зонды, которые доставят промышленных роботов и все обустроят к приезду колонистов. Чаще всего, как мы знаем, предлагается построить на поверхности внеземных тел капсулы с пригодной для жизни человека атмосферой. В этом случае роботы могут возвести сооружение путем синтеза необходимых веществ, которые добудут прямо на месте, и провести озеленение больших территорий внутри поселения. Еще более важно, что роботы перевезут необходимое для обустройства быта людей оборудование. Тогда все, что нужно для жизни внутри поселения, можно будет создать на месте, например, быстро напечатать с помощью 3D-принтера. Но как же пища? Неужели придется отказаться от всех натуральных вкусностей и обходиться только синтетическими продуктами? Ученые говорят, что в этом случае меню будет неполноценным, и специалисты уже разрабатывают способы производства здоровой пищи прямо в колониях. Так недавно в этом плане проверена лунная почва. Ученые НАСА и Университета Флориды посеяли зеленые культуры в настоящий лунный реголит, доставленный миссиями Аполлон, и земной вулканический пепел. Туда же доставили питательный раствор. В смеси отлично пророс Арабидопсис столиана, родственник крестоцветных овощей, таких как зеленая горчица, брокколи, цветная капуста. Это, конечно, подняло рейтинг Луны как площадки для колонизации. Илон Маск также считает важным сделать поселение на Марсе независимым от поставок с Земли. Продукты питания по его замыслу колонисты будут выращивать на гидропонных фермах, работающих на солнечной энергии. Правда, есть большие сомнения, что растения приживутся в марсианском грунте. Мы уже упоминали, что вода на Красной планете представляет собой солевой раствор.
От этого почва, хотя и похожа по составу на земную, содержит множество вредных для растений перхлоратов. Так что неизвестно, зацветут ли на Марсе яблони без дополнительных экспериментов, либо искусственного грунта. Большие надежды специалисты также возлагают на генную инженерию. С ее помощью полноценные продукты переселенцы сумеют получать из стволовых клеток животных. Запас этого материала можно будет пополнять на месте. Но даже при 100% автономности связь с метрополией останется жизненно важной для колонистов. Общение с родными и близкими, взаимодействие при экстраординарных событиях – для всего этого нужен прямой контакт с Землей. Ученые уже бьются над данным вопросом и на сегодняшний день наиболее эффективным считают создание единого стандарта космической радиосвязи. Тогда каждый аппарат, запущенный на околоземную орбиту или за ее пределы, сможет встраиваться в сеть связи. Любая ячейка подобной паутины поможет другим мирам в обмене информацией с Землей, а при необходимости колонисты смогут получать и отправлять данные напрямую, минуя Землю. Примерно так передают друг другу файлы и данные компьютер, планшет и смартфон. Но проблемы, конечно, остаются. Время, необходимое для путешествия сигнала на огромное расстояние до других планет, потребуется немалое. А интенсивная радиация в открытом космосе приводит к деградации и искажению послания. Наконец, все планеты вращаются вокруг себя и Солнца, то и дело исчезая из зоны прямой передачи сигнала. Это тоже существенно затруднит связь. В целом же, по оценке специалистов, подготовка к колонизации космоса не стоит на месте. Но прежде чем мы отправимся домой, чтобы спокойно подумать о выборе космической недвижимости, которую осмотрели, давайте представим нечто еще более невероятное – перемещение во времени для знакомства с потомками колонистов. Как изменит людей жизнь в чужих мирах? Узнаем ли мы в них своих собратьев? Если природа позволит колонистам, то в инопланетных поселениях со временем появится уникальная раса. Ученые предполагают, что со временем у нее сложится своя культура, язык и быт. Даже внешне потомки переселенцев станут совсем другими. Поведение и облик обитателей колонии изначальной численностью в 2000 жителей изменится примерно через 300 лет. К такому выводу пришли ученые Портлендского университета в США на основе результатов своего исследования. Мутации, по их мнению, дадут потомкам колонистов новый цвет волос, тип кожи и осанку. Наши коренастые фигуры сменят более длинные вытянутые тела, подходящие для жизни при низкой гравитации на многих экзопланетах. Жители колонии могут прибегнуть к генной инженерии, чтобы создать новые органы, необходимые для выживания, к примеру, наростами на коже для защиты от космической радиации или дыхательными трубками, позволяющими добывать кислород из углекислого газа. Это тоже изменит их облик. При необходимости организм постепенно будет обзаводиться дополнительными органами и самостоятельно. Металлическая кожа, щупальца, хвосты. Какие еще чудесные качества могут приобрести далекие потомки переселенцев? Для примера вернемся на минуту на тот же Меркурий. Он, как огромная космическая кузница, то плавит все металлы на своей поверхности невероятной жарой, то закаляет холодом, как в криогенной камере. Ничто не выдержит подобных скачков. Даже роботов пришлось бы делать целиком из титана или другого тугоплавкого металла. Поселенцам придется нарастить слой теплоизоляции под кожей, и, возможно, гибкий организм человека даже научится вырабатывать титан. Тогда нас встретят почти киборги с толстой кожей, отливающей металлическим блеском. Металл сделает кости крепче, рост людей будет меньше, туловище более коренастым, что вместе с жировой прослойкой позволит легче переносить адские перепады температуры. Зато конечности жителей Меркурия станут тоньше и гибче, поскольку гравитация там составляет 38% земной. Да, не забудьте, при знакомстве с местными киборгами понадобятся мощные солнцезащитные очки. Солнце на Меркурии буквально выжигает глаза своим светом. У аборигенов наверняка выработается естественная защита, толстые массивные веки, которые прикроют глаза.
А как будут чувствовать себя потомки колонистов Марса? Оранжево. И совсем не из-за бесконечных песчаных бурь. Более жесткое ультрафиолетовое облучение, которым Красная планета отличается от Земли, потребует изменений защитных свойств кожи. Самое простое решение – потреблять больше каротина, которым богаты оранжевые овощи. Так что обитатели Марса обречены постоянно хрустеть морковкой или перцем. Переизбыток каротина со временем придаст коже колонистов оранжевый цвет. Они станут очень высокими, но тоненькими, как растянутая резинка. Притяжение на Марсе в 3 раза меньше, чем на Земле. Упитанный человек весом в 100 килограммов будет ощущать себя 33-килограммовым. Тело его начнет вытягиваться, кости и мышцы слабеть. Зато энергии будет тратиться мало, так что удастся сэкономить на еде. А как обстоят дела с более далекими колониями на экзопланетах? Отправимся, к примеру, на Кеплер-20b из созвездия Лиры, на расстоянии почти в 1000 световых лет от Земли. Она вдвое больше, чем Земля, и в 10 раз массивнее. Гравитация этой планеты втрое сильнее, чем земная. В таком мире люди наверняка станут низкорослыми, мощно сложенными, с толстой кожей или даже броней и множеством конечностей. Представляете такие себе бронированные блины-многоножки? Они не поспешат нам навстречу, но совсем не из-за пренебрежения. Гравитация, скорее всего, сделает их медленно ползающими, либо перекатывающимися по поверхности. Если взять планету с вытянутой орбитой, то сезонные колебания на ней окажутся экстремальными. В неблагоприятное время года люди там, наверное, научатся впадать в спячку или анабиоз. Существует еще бесконечное множество вариантов эволюции человека на далеких экзопланетах, ведь все они отличаются друг от друга. Пока трудно сказать конкретнее, как все будет, ведь человечество еще не подобрало себе второй дом. До этого, кажется, нам далеко. Мы даже не освоили экстремальные регионы своей планеты, не пытались жить в Антарктиде или под морями Земли. Но что тогда произойдет с нашей внеземной недвижимостью? Не беспокойтесь, мы наверняка подбирали ее не зря. Большинство ученых верят, что рано или поздно наши следы обязательно появятся на далеких планетах. На Земле, кроме всего прочего, это приведет к небывалому расцвету науки. Только создание аппарата, способного быстро преодолевать большие расстояния, будет означать настоящий прорыв в ракетостроении, программировании, робототехнике и многих других отраслях. А изобилие на некоторых планетах дешевой солнечной энергии и ценных ископаемых откроет новые горизонты для электроники, металлургии и материаловедения. Приведет ли колонизация к райской жизни для человечества? Не обязательно. Здесь много «за» и «против», так что это тема для отдельного большого разговора. Но мы в любом случае будем стремиться к освоению далеких планет, так что не потеряйте ваш документ на покупку космической недвижимости. Он обязательно вам пригодится. Кто из нас, космических путешественников, не хотел бы прокатиться по просторам Вселенной под солнечным парусом? А может даже поучаствовать в галактической регате? Но такие удивительные вещи мы видели только в фантастических фильмах. До недавнего времени. В мае 2024 года в НАСА развернули на орбите гигантский парус. Правда, пока это демонстрационный вариант, но с другой стороны уже вполне реальный. И он далеко не единственное продвинутое средство освоения космоса, которое готовят ученые. Как вам идея промчаться по небу на магнитном поезде? Или пострелять из пушки по опасным кометам и астероидам? Давайте совершим экспериментальное путешествие, познакомившись с технологиями будущего. Держитесь крепче. На продвинутой субмарине нас будут качать волны внеземного океана, а на космическом корабле трясти от странных взрывов материи и антиматерии. Мы подружимся с ужасными космическими пауками и окажемся в крепких объятиях железного гуманоида. Скорее вперед! Нас ждут удивительные события и незабываемые впечатления. Собственно, начать мы можем с Земли, поскольку каждый день сталкиваемся с космическими технологиями. Сложно представить современную жизнь без сервисов GPS, прогнозов погоды,
спутниковой связи и еще сотен других необходимых каждому из нас вещей. Некоторые из космических технологий уже превратились в легенды, правда, не всегда отвечающие истине. Например, возьмем обувь астронавтов миссии Аполло-11, первыми побывавших на Луне. Долго ходили слухи, что их ботинки являются прототипом беговых кроссовок. На самом деле это не так. У астронавтов была специальная обувь, но не для бега, а для ходьбы. Эффект летящей походки создавала лунная гравитация в 6 раз ниже земной. Существовал также миф о застежке-липучке, которая якобы сделана специально для космических экспедиций. Однако столь удобный атрибут нашей одежды изобрел швейцарский инженер-электрик Жорж де Мистраль. Это произошло еще в 1941 году, задолго до космической гонки. Впрочем, сама по себе история изобретения весьма интересна. Мистраль после прогулок с собакой постоянно доставал из ее шерсти головки репейника. Однажды он решил рассмотреть их под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых растения цеплялись за шерсть его собаки. Так у специалиста появилась идея застежки-липучки, ставшей популярной и в космических миссиях, и в повседневной жизни. Ну а среди технологий, которые действительно разработаны для космонавтов, например, можно назвать систему безопасности пищевых продуктов. В 1960-х годах во время подготовки пилотируемых полетов НАСА разработала особую методику для улучшения качества космической еды и исключения вероятности пищевых отравлений. Она понадобилась, поскольку существующие стандарты не гарантировали безопасность продуктов на все 100%. Тогда была разработана космическая концепция, которая использовала разнообразные математические методы для расчета опасных факторов при производстве пищевых продуктов. Она легла в основу новых стандартов в США и некоторых других странах. Уникальная медицинская помпа для диабетиков тоже родом из космических технологий. В 1976 году для исследования Марса были запущены аппараты «Викинг». Они совершали съемку поверхности и проводили научные эксперименты, чтобы найти признаки жизни на Красной планете. Для одного из таких экспериментов аппарат использовал воду и марсианскую почву, которые смешивались в определенной пропорции. Спустя несколько десятилетий на основе устройства для соблюдения точных смесей, которое использовал «Викинг», ученые разработали специальную помпу для диабетиков. Она предназначена для регулярных инъекций инсулина и фиксируется на теле больных с диабетом первого типа. Уникальная помпа является чем-то вроде искусственной поджелудочной железы. Она постоянно рассчитывает и поставляет больному более точное количество инсулина по сравнению с обычными шприцами и шприцами-ручками. Также в медицине очень пригодилось космическое исследование орбитального телескопа «Айрос», который первым провел обзор всего ночного неба в инфракрасном диапазоне. Обсерватория позволила ученым обнаружить 6 новых комет, а также ядро галактики. Еще астрономы определили температуру многочисленных звезд и планет, используя инфракрасное излучение. После этого одна американская компания решила приспособить технологию для измерения температуры тела человека. В основе бесконтактных термометров заложены датчики наподобие тех, что использовались в космосе для звезд либо планет. Практически все, что умеют делать современные цифровые камеры, также результат освоения космоса. К примеру, для улучшения качества изображений межпланетных миссий была создана светочувствительная CMOS-матрица. Специалисты называют ее глазами видеокамер и смартфонов. Матрица захватывает свет, попадающий в объектив видеокамеры, и преобразовывает его в электронный сигнал. Ее преимущество состоит в сочетании высокого качества изображения и потребления мизерного количества энергии. Беспроводная гарнитура – это тоже бывшее устройство для космонавтов. Во время пилотируемых космических миссий, таких как Gemini, Apollo и Skylab, им понадобилась компактная беспроводная гарнитура. Она дала бы возможность постоянной связи с Центром управления полетами НАСА.
Специалисты смогли обеспечить запрос астронавтов. В новом устройстве инженеры улучшили дизайн микрофона и добавили функцию подавления шумов. Со временем эта технология перекочевала в Bluetooth-наушники, а также большинство современных гарнитур. Но мы сейчас все же больше хотим узнать о 3 крутых вещах, которые ученые готовят для дальнейшего изучения космоса. Их очень много, причем прогресс движется во всех направлениях. Вероятно, первое, что приходит здесь на ум, это телескопы. Их можно назвать символом нашего познания Вселенной. Сколько интересного в космосе они уже позволили нам рассмотреть. Если вернуться к их истокам, первым создал зрительную трубку, предшественницу телескопа, и получил научные данные Галилео Галилей. В 1609 году он смог увидеть небо в 3 раза лучше, чем невооруженным глазом. В том же году ученый соорудил телескоп с 8-кратным увеличением длиной около полуметра. Сейчас, конечно, все выглядит совсем по-другому. И даже любительские телескопы сильнее трубы Галилея. Что уж говорить о профессиональных обсерваториях, которые способны заглянуть буквально на край Вселенной. Они видят во всех спектрах излучения – оптическом, рентгеновские и гамма, а также засекают радиоволны. Кроме того, детекторы нейтрино и гравитационных волн тоже зачастую называют телескопами. Обсерватории постоянно совершенствуются, хотя обычному человеку это не всегда заметно. Тем не менее, каждый последующий телескоп выполняет задачи сложнее, чем его предшественник. Чтобы лучше в этом разобраться, мы совершим путешествие к самым знаменитым космическим телескопам. Это Хаббл, который отправлен на орбиту в 1990 году, и Джеймс Уэбб, наблюдающий за небом с 2021. Космический телескоп Джеймс Уэбб работает в 1,5 миллиона километров от поверхности нашей планеты. То есть он находится от нас в 4 раза дальше, чем Луна. Там нет помех от космических станций и спутников, которые отчасти портят картину телескопу Хаббл в 547 километрах от нашей планеты. Кроме того, Хаббл в основном ведет наблюдения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах света, а Уэбб оснащен камерой NIRCam для ближних инфракрасных волн и MIRI для средних. По данным НАСА, он настолько чувствителен к инфракрасному свету, что сможет обнаружить даже тепло шмеля на расстоянии до Луны. Инфракрасное зрение позволяет телескопу заглянуть буквально на край Вселенной, где прячутся самые древние галактики и звезды. По сравнению с ним Хаббл видит ближе. К тому же он не в состоянии пробиться сквозь мощную пелену газа и пыли, которые окружают многие планеты, звезды и галактики. Уэбб же просвечивает все подобно рентгену. Наконец, его главное зеркало диаметром 6,5 метров способно собирать гораздо больше света, чем зеркало Хаббла диаметром 2,4 метра. Благодаря уникальному оборудованию снимки Уэбба получаются особенно четкими, включая слабо светящиеся объекты. Впрочем, давайте убедимся в этом сами. Посмотрите на красочное фото от Уэбба туманности Южное кольцо в 2000 световых лет от Земли. На нем видно, как расширяющееся облако газа окружает умирающую звезду. Но туман напускает не она, а звезда, которая видна не сразу. За тысячи лет это светило выбросило не менее 8 слоев газа и пыли. Яркая центральная звезда перемешивает эти выбросы как в огромном миксере, создавая сложные кольца планетарной туманности. Она пронизывает эти кольца своим сиянием буквально насквозь, создавая невероятно живописную картину. Солнечный свет на Земле подобным образом заполняет просветы в облаках. Но Хаббл раньше уже продемонстрировал великолепные снимки Южного кольца и многих других туманностей. Именно он дал астрономам возможность понять, что это не просто клубки газа, а красочные и очень сложные системы. В чем обошел своего предшественника Джеймс Уэбб? Он показал не только четкое изображение планетарной туманности, но и огромный участок космоса за ней, заполненный множеством галактик. Яркий световой прочерк в левой стороне, ближе к верху, тоже не звездный свет. Это галактика, видимая с ребра.
Новые детали на изображении Уэбба легко выделить при интерактивном сравнении со снимком Хаббла. Космический телескоп Джеймс Уэбб также остановил свой взгляд на очень далекой экзопланете WASP-96b и сразу получил ошеломляющие результаты. Но сначала немного скажем о предыстории события. Хаббл обнаружил WASP-96b еще в 2014 году среди созвездия Феникса на расстоянии 1150 световых лет от Земли. Астрономы выяснили, что это газовый гигант массой в половину Юпитера, а вот диаметр экзопланеты в 1,2 раза больше, чем у газового гиганта Солнечной системы. Из-за этого экзопланета пухлая, как сахарная вата. Пухлый газовый гигант вращается намного ближе к своему желтому карлику, чем Меркурий к Солнцу. Это раскаляет планету до 1000 градусов Цельсия, но большего у WASP-96b ученым выяснить не удалось. Экзопланета не спешит показывать свою частную жизнь, скрываясь за плотным облаком газа и пыли. У Хаббла не получилось пробиться сквозь эту густую пелену. Зато Джеймс Уэбб легко эту преграду преодолел. Космический телескоп зафиксировал наличие облаков и дымки в атмосфере планеты. А еще отчетливо увидел следы воды. На это указывает присутствие определенных молекул газов в атмосфере планеты. Ученые в восторге от результатов. Хаббл занимался поиском воды последние 2 десятилетия и впервые обнаружил ее признаки лишь в 2013 году. Уэбб же сделал ценную находку практически моментально. Хотя мы с вами, в отличие от ученых, возможно, в глубине души мечтаем о другом. Вот если бы Уэбб увидел на WASP-96b пресловутых зеленых человечков или других инопланетян, а не пары воду. Но астрономы называют обнаружение биологически значимых веществ воды, кислорода, углекислого газа, метана первым шагом на этом пути. Если телескоп найдет такие маркеры на каменистых планетах, это станет отличной подсказкой для поиска там признаков живых существ. Или, может, добиться такого потрясающего результата сумеют телескопы нового поколения, которые строятся по всему миру. Ученые надеются с их помощью открыть новую эру в астрономии, узнав, как зарождалась и развивалась Вселенная и множество других невероятных вещей. Вот несколько проектов самых новаторских телескопов, которые будут значительно мощнее нынешнего рекордсмена Джеймса Уэбба. Их рассчитывают ввести в эксплуатацию уже к 2030 году. Гигантский Магелланов телескоп будет смотреть в космос из песков пустыни Атакама, которая славится как идеальное место для астрономических наблюдений. Этот гигант достигнет высоты 12 этажей. Оптико-инфракрасный телескоп сможет использовать 7 основных зеркал, которые диаметром более 8 метров, для фокусировки света из глубокого космоса. Магелланов телескоп будет в 4 раза мощнее Джеймса Уэбба и в 10 раз Хаббла. В его распоряжении окажутся различные инструменты для изучения экзопланет и потенциальных биосигнатур в их атмосферах. В фокус зрения телескопа, вероятно, попадут и объекты, которые легко увидеть в ближнем инфракрасном диапазоне, такие как планетные системы. К тому же с помощью обсерватории ученые надеются больше узнать о тайнах галактической эволюции, гравитационных волнах. Ожидается, что строительство телескопа будет завершено в 2029 году. Обсерватория имени Веры Рубин, которую раньше предполагалось назвать Большим обзорным телескопом, станет его соседом в пустыне Атакама. Вернее, есть надежда, что обсерватория даже появится там раньше. Она практически уже достроена и, возможно, приступит к работе в 2025 году. Обсерватория будет оснащена самой большой из когда-либо созданных цифровых камер с поразительным разрешением в 3,2 миллиарда пикселей. Объем информации, которую она сумеет собирать каждую ночь, составит 15 терабайт. Там будут данные о яркости, местоположении, форме и цвете объектов. Идея состоит в том, чтобы отобразить огромный участок неба с такой частотой, что астрономы фактически получат покадровый фильм о наблюдаемой Вселенной с беспрецедентным разрешением. То есть пока другие телескопы сосредоточены на определенных объектах в небе,
Этот захватит широчайшую панораму. В результате будет придан потрясающий пространственный контекст работе всех других обсерваторий. С учетом технического обслуживания, плохой погоды и других подобных факторов, фотокамера, как ожидается, будет делать около 200 тысяч снимков в год. Это намного больше, чем может быть изучено учеными. Предполагается, что управление и эффективный анализ огромного количества данных на выходе телескопа будет наиболее технически сложной частью проекта. И тут астрономы рассчитывают на помощь других продвинутых технологий, но с ними мы познакомимся позже. А сейчас взглянем на будущего соседа этой обсерватории, чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории. Он тоже строится в чилийской пустыне Атакама и начнет изучать космос предположительно в 2027 году. Его главное зеркало достигнет диаметра 39 метров. Это будет крупнейший в мире телескоп видимого спектра, способный фокусировать в 100 миллионов раз больше света, чем человеческий глаз. Также обсерватория отлично сумеет все рассмотреть в инфракрасном диапазоне. Она будет заниматься изучением экзопланет и возможности существования жизни на некоторых из них. Кроме того, астрономы надеются больше узнать о черных дырах, галактической эволюции с первых дней существования Вселенной и многом другом. Еще в 2027 году предусмотрен запуск 30-метрового телескопа. Он получил название по своему широчайшему главному зеркалу, размером 30 метров в поперечнике. Астрономы рассчитывают с его помощью получить изображения в 12 раз более четкие, чем снимки Хаббла. Обсерватория будет изучать некоторые из самых ранних источников света – физику юной Вселенной. С ее помощью астрофизики также надеются лучше понять природу темной материи. Иными словами, эти обсерватории сумеют заглянуть дальше во Вселенную, окинув более широким и острым взглядом ее самые скрытые уголки. Представляете, какие невероятные тайны космоса, подробности жизни галактик, звезд и планет они сумеют нам открыть. Но мы, космические путешественники, предпочитаем все увидеть своими глазами. Для этого нужны продвинутые средства передвижения по пространству. И сейчас в разработке у специалистов находятся просто умопомрачительные концепции. Идеи, которые воплощаются в реальные проекты, оставляют позади самые крутые домыслы авторов фантастических произведений. Ближе всего к реализации можно, наверное, назвать миссию компании SpaceX Илона Маска по колонизации Марса. Для полетов на Красную планету готовятся необычные космические корабли Starship. Возьмем одну из главных составляющих ракет – химическое топливо. В них используется смесь жидкого водорода и окислителя жидкого кислорода. Но в SpaceX решили в основном применять метан, который дает более сильную тягу. Важно и то, что этот элемент топлива можно производить на Марсе из углекислого газа и воды. Настоящим технологическим чудом многие эксперты считают ускоритель Starship, который является первой ступенью корабля. Он не сгорит в воздухе после выполнения своих функций, как его предшественники. Уже через 6 минут после старта первая ступень разгонит корабль до скорости 8650 км в час. Затем ускоритель отсоединится и вернется на Землю. Дальше по маршруту корабль поведут 6 жидкостных ракетных двигателей – «Рапторов», а первую ступень ракеты снова заправят и подготовят к следующему старту. Ее многоразовое использование значительно удешевит стоимость полетов. Но Илон Маск не считает подобную концепцию космического корабля идеальной. Его команда работает над созданием невероятного звездолета, где вместо химического топлива хотят использовать ядерный синтез. Корабль будет работать путем прокачки жидкого топлива, скорее всего водорода, через активную зону реактора. Это даже на первоначальном этапе разработки вдвое увеличивает удельный импульс ракеты. Данный показатель отражает силу тяги от определенного количества топлива, а значит эффективность космического аппарата. Удельный импульс ракеты на химическом топливе составляет 450 секунд, а ядерный – 900 секунд. Причем в дальнейшем инженеры надеются существенно увеличить удельный импульс ядерных двигателей кораблей. Хотя и на текущей стадии разработки, по словам экспертов, ядерный двигатель позволит сократить время полета на Марс
более чем на 25% или на 2 месяца. К тому же объем урана, необходимого для этого, не превысит размер воздушного шарика. Таким образом, значительно расширится полезная площадь корабля. Магнитный поезд не менее удивительный проект, который позволит относительно недорого перевозить по пространству не только пассажиров, но и солидные грузы. Разработка системы космических запусков StarTrem пока выполняется для поездок на околоземную орбиту. Доставка туда грузов весом до 300 тысяч тонн обойдется примерно в $40 за килограмм вместо нынешних 11 тысяч. Для реализации проекта StarTrem не нужны ракеты, топливо или ионные двигатели. Вместо этого будет использована технология магнитного отталкивания. Сам концепт поезда на магнитной подушке, правда, далеко не новый. На Земле уже функционируют составы, которые двигаются по магнитному полотну со скоростью около 600 км в час. Однако на пути таких ноу-хау стоит серьезное препятствие, которое связано с ограничением максимальной скорости магнитного поезда. На Земле их разгону мешает трение об атмосферу, но в космосе все, вероятно, пойдет быстрее. Пути поезда в рамках проекта StarTrem хотят построить в форме длинного навесного вакуумного тоннеля на высоте около 20 километров. Там сопротивление воздуха меньше, что позволит производить запуски на гораздо более высоких скоростях. Космические аппараты в буквальном смысле будут пулей нестись сквозь тоннель без препятствий атмосферы. Строительство такой системы потребует около 20 лет работы и инвестиций на общую сумму в $60 миллиардов. С вакуумом связан еще один проект передвижения во Вселенной. Он воплощает самые сокровенные и смелые мечты космических путешественников. Летать практически на скорости света. Так корабль, возможно, разгонит загадочная антиматерия. Считается, что она обладает просто фантастическими свойствами. Новая концептуальная разработка ученых США VARIES под названием «Межзвездная исследовательская ракетная система с преобразователем вакуума в антиматерию» как раз об этом. VARIES предлагает набор гигантских солнечных батарей площадью в несколько сотен квадратных километров. По замыслу авторов, корабль должен приблизиться к звезде и использовать ее свет для своего невероятно мощного лазера. При выстреле из него в вакуум в пространстве образуются протоны и антипротоны, то есть материя и антиматерия. Лазер будет долбить вакуум до тех пор, пока не накопится достаточно реактивной массы, чтобы на свет аннигиляции материи и антиматерии отправить VARIES к месту назначения. Но, как мы понимаем, пока это только концепция, и до ее воплощения очень далеко. А вот солнечная бригантина уже развернула свой парус на околоземной орбите. Правда, это демонстрационный вариант, но все равно событие просто потрясающее. Собственно говоря, проводится испытание новой композитной мачты, парусника из гибкого полимера и углеродного волокна. Она жестче и легче, чем предыдущие мачты. Нынешняя требует трубчатую форму и может сжиматься и сворачиваться как рулетка в небольшой пакет. При этом она обладает всеми преимуществами композитных материалов, например, меньшим изгибом и деформацией при изменении температуры окружающей среды. В целом, композитная мачта и солнечный парус в развернутом виде занимают площадь около 80 квадратных метров. Это примерно соответствует размеру 6 парковочных мест для ваших авто. Главная цель миссии – удачно продемонстрировать развертывание мачты. Но после этого команда надеется также доказать эффективность всего паруса. Успешное испытание по замыслу ученых откроет путь к полетам на Луну, Марс и другие планеты. Конечно, для этого понадобятся более масштабные паруса, чем нынешний. Подобная конструкция мачты может потенциально поддерживать будущие солнечные паруса площадью до 500 квадратных метров, что примерно соответствует размеру баскетбольной площадки. После доработок ученые рассчитывают даже развернуть парус на 2000 квадратных метров, примерно с половину футбольного поля. Если учесть, что наше Солнце продолжит гореть еще миллиарды лет, то у огромного парусника будет безграничный источник энергии. Впрочем, большой парусник может обогнать целая космическая флотилия из 1000 кораблей. Правда, мы не сумеем прокатиться на них по космосу с ветерком.
Все суда будут наноразмера и почти невидимы человеческому глазу. Крошечные зонды с помощью лазерных технологий смогут легко перемещаться по нашей звездной системе и даже улететь далеко за ее пределы. Ученые уже давно работают над этой идеей и в последнее время просто ошеломляют своими достижениями. Например, проект-инициатива Breakthrough Starship готовит к отправке целый рой парусных мини-зондов. Они полетят на расстояние 4 световых лет к планете Проксима Центавра Б, похожей на Землю. Вес каждого аппарата во флотилии будет около 1 грамма. Вместо ветра паруса на этих крошечных судах раздуют лазерные лучи установок, расположенных на Земле. С помощью массива лазеров мощностью 100 гигаватт на квадратный километр специалисты надеются разогнать корабли до 20% скорости света. По расчетам, они достигнут Проксима Центавра Б всего за 20 лет. Беспилотные аппараты также пытаются приспособить к выполнению сложных заданий по охране Земли и, соответственно, нас с вами. Это касается астероидов и комет, которые на огромных скоростях летят по пространству и иногда пугают нас разрушительным столкновением. НАСА недавно выделила грант на разработку и строительство такого себе гарпуна для ловли комет и астероидов. Специальным мощным устройством, похожим на гарпун, космический аппарат будет цеплять выбранный объект, а затем за счет силы своих двигателей оттягивать его от опасной траектории сближения с Землей. И на этом дело не закончится. В задачу космического аппарата войдет добыча полезных ископаемых на захваченном астероиде. Для этого небесный камень отведут в нужное место, например, на орбиту Марса или Луны, где будут располагаться соответствующие базы. Затем к астероиду отправят группы беспилотных аппаратов и роботов, специализированных на добыче полезных материалов. Астероиды, по оценкам ученых, порой представляют собой настоящие сокровищницы. Достаточно сказать, что все золото, кобальт, железо, молибден, никель, осмий, палладий, платина, родий и рутений верхних слоев Земли как раз оттуда. Они являются остатками астероидов, упавших на нашу планету во время ранней метеоритной бомбардировки. Также есть проект космической пушки, которая с помощью особых снарядов будет отстреливать части опасных астероидов. Специальный космический аппарат поймает эти куски своими роботизированными клешнями и переправит на лунную орбиту. Там ученые займутся подробным исследованием их структуры. НАСА планирует испытать устройство на одном из 3 астероидов – Итокава, Бенну или 2008 ИВ-5. Еще одна новая разработка – космический нанобур, который предназначен для сбора образцов грунта с астероидов. Вес устройства составляет всего 1 килограмм, а размер чуть превышает смартфон. С помощью нанобура будет производиться забор необходимого количества грунта для его дальнейшего анализа. Солнце, которое дарит нам жизнь, временами тоже способно нанести Земле чувствительный удар, особенно во время бури. Как и на нашей планете, на светиле есть свои ветра и ураганы. Однако, в отличие от земных, солнечные ветра способны не только испортить вашу прическу, а в буквальном смысле вас испарить. Периодически они с безумной силой бомбардируют Землю заряженными частицами. Науке известно, что самые большие выбросы связаны с возникновением дыр в короне, внешнем слое атмосферы звезды, состоящей из заряженных частиц. Солнечные дыры отличаются пониженной плотностью и температурой. С чем связано их появление, астрофизики пока до конца не выяснили. Глубокому изучению солнечной короны и происходящих в ней процессов мешает само Солнце. Вернее, его свет, в котором тонут все детали строения светила и процессы, которые там происходят. Решением проблемы может стать так называемый объемный солнечный затемнитель. Это всего лишь шар размером чуть больше теннисного мяча, выполненный из сверхтемного сплава титана. Столь маленькая и вроде бы несложная вещь для астрономов может многое поменять. Для этого нужно установить ее перед спектрографом, направленным на Солнце. Тогда возникнет миниатюрное солнечное затмение, которое оставит без изменения яркости только солнечную корону. В настоящий момент
На космических аппаратах SOHO и StereoHaka тоже используются солнечные затемнители. Однако плоский дизайн таких устройств создает некоторую расплывчатость изображения и лишние искажения. Решение данной проблемы подсказал сам космос. Земля, как известно, обладает своим собственным генератором тени, находящимся примерно в 400 тысячах километрах от нас. Это Луна, которая время от времени устраивает нам солнечные затмения. Объемная конструкция НАСА будет воспроизводить эффект такого затемнения для космического аппарата по исследованию Солнца. Находясь на расстоянии 2 метров от спектрографа, подобное устройство поможет исследовать солнечную корону без каких-либо проблем, помех и искажений. Многочисленные умные механизмы, которые способны работать без помощи человека, в будущем все больше будут участвовать в освоении других миров. Прямо сейчас их пытаются приспособить к выполнению различных важных работ за пределами Земли. Если мы однажды посетим колонистов на Луне, то, возможно, столкнемся с гигантским жутким пауком, но не спешите от него убегать. Опасность в вашей жизни не грозит. Вы просто встретитесь с очень полезным для людей ровером «Атлет», похожим на паука. Такой необычный аппарат для освоения далеких миров сейчас разрабатывают в НАСА. Благодаря особой подвеске, состоящей из 6 независимых ног, его металлические конечности будут быстро проворачиваться во все стороны. Так что ровер сможет передвигаться по грунту любой сложности, а наличие колес позволит ему быстро пересекать и более ровную поверхность. Подобный гексапод можно оснащать самым разным научным и рабочим оборудованием. При необходимости он легко перевоплотится даже в передвижной кран и, например, без труда установит жилой модуль для колонистов. Ровер будет достигать 4 метров в высоту. Он сумеет поднимать и перевозить объекты весом до 400 килограммов. Одним из вариантов использования «Атлет» является и 3D-печать. Установка на него 3D-принтера позволит использовать ровер в качестве мобильного печатного оборудования лунных жилищ. Однако, возможно, такому роверу сначала придется проявить себя не на Луне, а на Марсе. В НАСА уверяют, что в течение ближайших 2 десятилетий отправят колонистов на Красную планету. В космическом агентстве даже представили концепт марсианского форпоста, строительство которого хотят начать в конце 2030-х годов. Радиус поселения будет составлять около 100 километров. В нем расположат жилые модули, научные комплексы, стоянку марсианских роверов, а также горно-шахтное оборудование для команды из 4 человек. Солнечные панели обеспечат поселение электроэнергией, хотя они неэффективны во время частых на планете песчаных бурь. Но несколько компактных ядерных реакторов спасут положение, обеспечив поселенцев электричеством в период ураганов. Колонистам придется самостоятельно выращивать пищу, собирать марсианскую воду и даже создавать на месте ракетное топливо для полетов обратно на Землю. К счастью, множество нужных материалов содержится прямо в марсианском грунте. Сейчас ученые разрабатывают новаторские технологии для автономной жизни переселенцев. Так овощи предлагается выращивать методом гидропоники, то есть в насыщенной полезными веществами водной среде. В НАСА также организовали архитектурный конкурс технологии 3D-печати для возведения марсианских домов. Единственное условие конкурса заключалось в необходимости использования материалов, широко доступных для добычи на Красной планете. Победителями конкурса стали 2 дизайнерские компании из Нью-Йорка, создавшие концепт марсианского дома Ice House. В качестве его основы предлагается использовать лед. Строительство зданий будет производиться в ледяных зонах Марса. Туда отправят посадочные модули, загруженные множеством автономных строительных аппаратов. Они станут собирать грязь и лед для возведения сооружений вокруг модулей. Стенки таких конструкций будут выполнены из смеси воды, геля и кремнезема. Как только материал замерзнет на холодном Марсе, получится весьма себе подходящее для жизни помещение с двойными стенками. Внешнее будет состоять из ледяной смеси и способствовать дополнительной защите от радиации, а роль внутренней стены выполнит сам модуль. Авторы проекта Objective Europa пошли еще дальше.
Они поставили своей целью снаряжение экспедиции на Европу, одну из лун Юпитера. Команда будет жить на специальной субмарине. В проекте примут участие настоящие энтузиасты, ведь у них будет билет только в один конец. Возвращение обратно на Землю авторами идеи не предусмотрено. Правда, субмарину планируется оснастить самыми современными технологиями. Среди них будет сверхмощный бур, многомерные тяговые двигатели, мощные прожектора и, возможно, пара многофункциональных роботизированных рук. К тому же в условиях спутника подводной лодке потребуется продвинутая защита от радиации. Сейчас ученые заняты ее разработкой. Важное значение также будет играть место посадки космического корабля с колонистами и субмариной. Европа покрыта льдом толщиной в несколько километров, поэтому лучше всего, наверное, приземлиться рядом с разломами и трещинами. Там ледяная корка не такая прочная и толстая. С помощью высокотехнологических приборов переселенцы смогут взломать ледяной панцирь спутника и погрузиться в подводный океан. Обустройство поселений на дальних планетах и спутниках, разработка их недр, научные исследования в чужих мирах потребуют огромных сил. Чтобы все это стало реальностью, нужны гигантские человеческие ресурсы. Вернее, требовались бы, если бы место людей во многом не заняли их помощники. Сейчас ученые активно ведут разработку космических роботов, которым окажется по плечу решение некоторых особо сложных задач. Японское космическое агентство создало интеллектуального робота под названием Интбол, который уже успешно трудится на МКС. Это крошечная машина весом всего в 1 килограмм и диаметром 15 сантиметров. Все ее элементы напечатаны на 3D-принтере. Передвигается робот при помощи 12 пропеллеров, а ориентируется он внутри станции по наклеенным розовым точкам-маркерам. Функции робота очень разнообразны. Он успешно фотографирует эксперименты на МКС, собирает и сортирует данные, облегчает синхронизацию работы экипажа с командой на Земле. В этих направлениях робот экономит 10% работы астронавтов. В будущем помощь станет значительно шире, поскольку Интбол планирует усовершенствовать. После этого маленький помощник сможет отслеживать запасы продуктов у космонавтов и чинить сломанные детали корабля. НАСА, в свою очередь, готовится отправить на МКС специфического вспомогательного робота «Звездная пчела». Это куб со стороной в 30 сантиметров, который сможет свободно летать по станции. Он будет помогать космонавтам с проведением опытов в условиях микрогравитации, а также оказывать им услуги в быту. Звездную пчелу для удобства оснастят маленьким манипулятором. С помощью этого устройства робот сможет где-нибудь швартоваться или что-то держать во время опытов. Удивительная пчела снимет с космонавтов рутинные задачи по инвентаризации с помощью RFID-сканера. Она каталогизирует и обновит данные о местоположении всего, что есть на станции. Также робот сможет следить за качеством воздуха и уровнем шума на Международной космической станции. Еще один любопытный проект американского космического агентства – робот-стрекоза для сборки и ремонта спутников. Основу этого гигантского искусственного насекомого составят не крылья, а рука-манипулятор длиной 3,5 метра. С помощью этой невероятной стрекозы спутники сумеют самостоятельно монтировать на себе в космосе антенны и прочее хрупкое оборудование. Также роботы будут использовать для сборки прямо в пространстве больших спутников, которые слишком дорого или невозможно выводить на орбиту целиком. Неугомонная и ловкая стрекоза, несомненно, принесет много пользы на околоземной орбите, но у исследователей уже есть более удивительные модели космических роботов будущего. А на создание модели A-Puffer специалистов вдохновили японские бумажные фигурки оригами. В результате получится маленький двухколесный искатель приключений, который обладает способностью невероятно быстро распрямляться и пригибаться. Ему легко будет исследовать труднодоступные места в чужих мирах. Еще есть плавающий вездеход Бруя, настоящий мастер дайвинга, который проведет испытания на любой глубине. Но это не самое безумное из его возможных проделок.
Брюе способен катиться на колесах по нижней части ледяной поверхности замерзшего сверху водоема. Во время своих удивительных приключений он будет фотографировать местность и собирать другие данные для ученых. Исследователи надеются применить такого робота для поиска жизни на ледяных небесных телах Солнечной системы. Например, исследовать подземные океаны той же Европы, луны Юпитера или Энцелада, спутника Сатурна. Но вот чем при освоении космоса может помочь нечто похожее на детскую игрушку, то ли остроконечный кубик, то ли ежика? На самом деле это странный, но очень полезный робот. Он будет исследовать небольшие небесные тела типа комет или астероидов. На их поверхности чрезвычайно трудно находиться из-за очень маленькой гравитации и пересеченной местности. Удержаться на небесных валунах ежику помогут разнообразные способы передвижения. Нужно катиться, подпрыгивать или кувыркаться? Пожалуйста. Робот, шутя, с этим справится. Если даже он приземлится вверх тормашками, то ничего страшного не произойдет. Ежик легко выйдет из этой ситуации, поскольку ловко действует с любой из своих сторон. Однако его коронный маневр – создание вокруг себя некого странного мини-торнадо. Подобный смерч подбрасывает кубик вверх, позволяя ему выбраться на поверхность из глубоких кратеров, расселин и пропастей. Это просто фантастические модели. И все же для нас интереснее всего человекообразные механизмы. В НАСА уже занимаются разработкой роботов, похожих на людей, гуманоидов. Некоторые задачи лучше всего решат именно такие машины. Например, ученые считают, что подобные роботы должны подготовить будущее поселение, встретить колонистов на Марсе. Для этого создана модель R5 или Валькирия. Электрический R5 оснащен камерами, датчиками, множеством двигателей и 2 компьютерами. Валькирии также пригодятся колонистам для геологических изысканий, а также астробиологических исследований в поисках органической жизни на других небесных телах. Ну а мы, при знакомстве с удивительной Валькирией, без труда пожмем ей руку и сможем поговорить на равных, буквально лицом к лицу. Рост робота составляет около 190 сантиметров, то есть он лишь немного выше среднего человека. Но главное, вполне возможно, беседа окажется очень интересной и даже интеллектуальной, чтобы помощник космонавтов поумнел и справился со всеми своими задачами, его оснастят самыми продвинутыми алгоритмами искусственного интеллекта. Машинное обучение, по мнению многих ученых, в будущем вообще станет важнейшей составляющей освоения Вселенной. Искусственный интеллект уже сейчас способен обрабатывать огромный объем данных, полученных в ходе внеземных миссий. Спутники, зонды, телескопы и другие инструменты исследования космоса собирают столько сведений, что астрономы зачастую просто физически не успевают ее обработать. А вскоре, как мы говорили, объем данных станет неизмеримо большим. Без помощи искусственного интеллекта здесь никак не обойтись, и его уже успешно применяют в космических технологиях. Например, алгоритм ШИП, смоделированный по образцу человеческого мозга, научился распознавать различные типы галактик, эллиптических, спиральных и других. Он выявляет сложные взаимосвязи между их формой, размером, цветом, а затем выбирает соответствующий тип галактики. Для этого астрономы обучили алгоритм на 75 тысячах астрофизических объектов из слоановского цифрового обзора неба проекта Galaxy Zoo. Теперь машина легко сортирует и идентифицирует их аналогично тому, как проводится программа распознавания лиц. Тем временем миссия ЭКО по планетарной обороне Гера готовится в будущем использовать искусственный интеллект в целях безопасности Земли. Ему поручат вести зонды к грозящим нам астероидам, чтобы отклонить их орбиты от Земли. Специально обученный алгоритм будет действовать по аналогии с управлением беспилотными автомобилями. Эту миссию специалисты надеются сделать отличной от других. Чаще всего управление подобными полетами осуществляется с Земли. Гера будет действовать самостоятельно, объединяя информацию от различных датчиков и принимая решения прямо на борту.
Компания Discovery, в свою очередь, открыла проект по использованию искусственного интеллекта для самостоятельного перемещения космических кораблей. Специалисты проводят машинное обучение в области наведения, навигации, управления и организации быта астронавтов. Представьте, насколько комфортными окажутся ваши будни в таком себе интеллектуальном звездолете. Роботы будут не только быстро подавать вкусный кофе и проводить качественную уборку, они сумеют выполнять намного более сложные и высокопрофессиональные задачи. Например, такие машины моментально проведут мониторинг здоровья астронавтов и при необходимости назначат лечение или профилактические процедуры. А главное, специальные алгоритмы будут прокладывать курс космического корабля, проверять состояние оборудования и, если нужно, проводить ремонтные работы. Японское космическое агентство, например, уже начало оснащать свои ракеты искусственным интеллектом по контролю работы аппарата в автономном режиме. В мире подобных технологий иногда все кажется просто кадрами из очередного фантастического фильма. Потому наше нынешнее космическое путешествие оказалось чем-то похожим на сказку. Тем не менее, мы убедились, что подобные разработки уже ведутся в реальном времени, и некоторые из них близки к завершению. В будущем они наверняка помогут нам многого достигнуть в освоении космоса. Ученые сумеют заглянуть еще дальше во Вселенную, собрать больше данных и сделать революционные открытия. Удивительные экзопланеты, экзотические звезды, странные черные дыры откроют нам свои тайны. А значит, нас ждут еще более удивительные приключения в космосе. Космические путешественники. Пора на старт. У нас появился потрясающий маршрут. Идея связана с популярными турами по следам знаменитых экспедиций на Земле. Кому из туристов не хочется пройти по шелковому пути вслед за Марко Поло? Исследовать Галапагосские острова подобно Чарльзу Дарвину? Обогнуть земной шар по пути Джеймса Кука? Это возможность испытать те же приключения и увидеть те же пейзажи, а также получить новые и необычные ощущения, выйти за рамки стандартного туризма. Мы можем набраться в космосе еще больших впечатлений, получить уникальный опыт и знания, если повторим путь лучших космических аппаратов всех времен. Как зонды сумели оживить мертвую планету, забрались прямо внутрь Солнца и невредимыми вернулись обратно. Увидели ли самую крутую линию защиты Солнечной системы от всех угроз межзвездного пространства? Сегодня, во время космического путешествия, нам предстоит обо всем этом узнать. Выбор маршрутов достаточно широк. Начиная с 1958 года было запущено более 250 космических аппаратов. Они пролетели мимо всех планет Солнечной системы, от Меркурия до Нептуна. Зонд «Новые горизонты» побывал у карликовой планеты Плутон на окраине Солнечной системы, а Дон — у Цереры в поясе астероидов. Самые далекие корабли покинули владения нашей звезды, другие находятся на пути к ее границам. Первопроходцем стала советская межпланетная станция «Луна-1», в 1959 году пролетевшая вблизи нашего спутника. А 6 полетов туда же по программе НАСА «Аполлон» пока единственное, в ходе которых люди высаживались на чужое небесное тело. Но это отдельная история. Сейчас мы полетим по следам только автоматических станций и зондов. Не все здесь идет гладко. Среди неудач можно назвать запуск зонда США «Пионер-Е» в 1969 году. С его помощью планировалось провести исследование солнечного ветра и космического пространства. Авария ракеты-носителя поставила на этой миссии крест. Не удалось изучить солнечный ветер, а также магнитное поле звезды и микроспутнику НАСА. В 2022 году он был успешно выведен на гелиоцентрическую орбиту, но вскоре навсегда потерял связь с Землей. Совсем недавно, в феврале 2025 года, сорвалась автоматическая экспедиция на Луну. Зонд запустили в космос, однако вскоре связь с аппаратом была потеряна. И, как оказалось, навсегда. Конечно, удачных миссий на порядке больше, но успех дается нелегко. Межпланетный корабль очень сложно снарядить в путь. Ведь космос ставит на пути множество препятствий.
Одно из самых сложных – воздействие экстремальных температур. Их нейтрализуют с помощью многослойной изоляции корабля. Белые или золотистые тепловые одеяла отводят от корпуса инфракрасное излучение. Используются также оптические солнечные отражатели или зеркала теплового контроля. Они представляют собой кварцевые зеркальные плитки, которые отталкивают солнечный свет. Многослойные теплоизоляционные обшивки также обеспечивают некоторую защиту и от другой космической напасти – многочисленных ударов микрометеоритов. Они на высокой скорости атакуют космические суда. Наибольшая опасность от прямых ударов возникает при пересечении плоскостей колец планет-гигантов. Межзвездный зонд Voyager зафиксировал тысячи попаданий в эти области. Настоящую бомбардировку пережил и зонд Кассини, пересекая плоскость колец Сатурна. К счастью, частицы, которые обрушились на зонд, были не крупнее дымовых. Космические корабли могут также особо пострадать от микрометеоритов во время миссий к кометам. Для защиты при производстве зондов используют оболочку из каптона, кевлара или других тканей. Материалы достаточно прочные, чтобы поглотить энергию микрометеоритов, прежде чем они нанесут аппарату какой-то ущерб. Воздействие радиации, в свою очередь, смягчают с помощью специальных экранов. Если их установить невозможно, то просто увеличивается толщина обшивки аппарата. В обоих случаях эффективным считается использование свинца, железа и особых пластиков. Столь мощная экипировка помогает зондам успешно бороться со всеми космическими неприятностями, успешно достигать цели и вести эффективные научные исследования. А на месте вблизи от объекта, согласитесь, можно рассмотреть многое из того, что не видно с Земли. Что отыскали в небе автоматические помощники людей. Чтобы это узнать, начнем, пожалуй, с самого трудного. С планеты, которая сразу же уничтожит самый защищенный корабль – Венера. Ее считают двойником Земли, но это скорее злой близнец. Планета по праву считается самой страшной и опасной в Солнечной системе. Дожди из серной кислоты, воздух, наполненный углекислым газом, адская жара. Но этот мир всегда манил нас к себе. И в СССР решили совершить, казалось бы, невозможное – посадить зонд на поверхность адской планеты. Правда, запустив в 1961 году первый в мире зонд под названием «Венера», советские ученые больше всего опасались, что аппарат после посадки утонет, просто уйдет на дно какого-нибудь океана. Тогда эти страхи были вполне понятны. Исследователи считали, что условия на Венере полностью повторяют земные. Ну разве что на соседней планете могло быть немного теплее. Но атмосфера, гидросфера – все как у нас. В тот раз уточнить эту гипотезу не удалось. Связь прервалась, когда Венера-1 еще не добралась до цели. Первым облетел и изучил Венеру американский зонд Mariner-2 в 1974 году. Его данные перевернули все представления о близнеце Земли. Оказалось, что там вообще нет воды, а не то что океанов. Это пустынный раскаленный мир, где средняя температура достигает 464 градусов Цельсия. Облака вокруг него состоят из разъедающей все серной кислоты и углекислого газа. Атмосферное давление в 9 раз больше земного и способно расплющить любой корабль. Даже представить посадку на поверхность жуткого мира было нереально. Но советский проект по изучению Венеры продолжился и со временем позволил достичь цели. Мощные, практически неуязвимые аппараты побывали возле ужасной планеты, собрав уникальные научные данные. Еще эти суперкиборги передали на Землю реальные фото с поверхности Венеры, которые до сих пор потрясают ученых. Успех пришел не сразу. После Венеры-1 у СССР было еще несколько неудачных попыток посадки космического аппарата. Второй зонд тоже не долетел до цели. В атмосферу экстремальной планеты вошел только третий, однако и он разбился при приземлении. Следующие две миссии Венера-4 и 5 успели передать на Землю ценные сведения. Они выяснили, что плотные облака аж в 3 слоя окутывают планету. А в декабре 1970 года зонд Венера-7 наконец сел на ее поверхность.
Благодаря мощной системе охлаждения он 23 минуты продержался в невероятной жаре. С помощью измерительных приборов аппарат передал на Землю детальные данные о температуре, давлении и плотности атмосферы в зависимости от высоты. Тем временем к Венере продолжали отправлять миссии в НАСА. Первое фото планеты крупным планом в 1974 году прислал зонд Mariner-10. Снимок раскрашен, чтобы показать, как Венера выглядит в цвете для наших глаз. На фото мы можем рассмотреть густые облака углекислого газа, которые окутывают раскаленную планету. Однако это изображение аппарат сделал, пролетая на расстоянии 5770 километров. А первые съемки прямо с поверхности планеты провели зонды Венера-9 и Венера-10 в июле 1975 года, совершив посадку с разницей в 5 дней. Чтобы их камеры сразу не вышли из строя, приборы поместили внутри корабля в защищенном отсеке. Через специальный иллюминатор свет с поверхности попадал к перископическому устройству, которое затем направляло его к камере. На изображении Венеры-9 мы видим фантастическую местность, покрытую многочисленными камнями с острыми краями. А панорама следующего аппарата Венеры-10 показала какие-то причудливые образования, похожие на застывшие лавовые потоки. Великолепные фотографии в 1981 году также сделал зонд Венера-14. Он продержался на поверхности планеты рекордные 27 минут. Такого результата удалось добиться благодаря беспрецедентной защите приборов. Их спрятали в герметичном титановом корпусе и перед спуском на поверхность сильно охладили. Камера модуля успела снять 14 цветных и 8 черно-белых снимков поверхности планеты. Особенно известен потрясающий цветной панорамный вид. На нем запечатлены скальные породы, окруженные темной мелкой почвой. Это были последние снимки Венеры от советских зондов. Но фотосессии планеты только начинались. В 1984 году США отправили миссию «Магеллан», которая передала на Землю множество ярких изображений. На них показаны древние вулканы Венеры, уникальные кратеры от ударов метеоритов, невероятно огромные горы. Самая высокая из них, Максвелл, поднимается вверх на 11 километров. Намного выше Эвереста. Среди областей Венеры, показанных благодаря Магеллану, есть и нечто такое, чего нет ни на одной из известных нам планет. На изображениях можно увидеть объект, похожий на вулкан, диаметром в 66 километров. Даже на первый взгляд он кажется очень странным. Стороны этого вулканического объекта изрезаны гребнями и впадинами, поэтому кажутся рифлеными. К тому же местность пересекает некие непонятные линии. Так выглядят тессеры, складки на рельефе, которые состоят из пересекающихся низин и холмов. Пока подобные узоры обнаружены только на поверхности Венеры. А вот еще одна уникальная область планеты, диаметром примерно 300 километров. Она находится на обширной равнине к югу от Земли Афродиты. Большая круглая структура рядом с центром изображения – гигантская Айне-корона, диаметром около 200 километров. Коронами называют уникальные кольцеобразные структуры Венеры. Их образовали шлейфы раскаленной породы, вытекавшей из глубин планеты через мантию и кору. Недалеко от короны находится нечто еще более загадочное, вроде бы вулкан, но с плоской вершиной. Его диаметр огромен, около 35 километров. Такие объекты из-за их формы известны как блинчатые купола. Они образовались в результате давних извержений чрезвычайно вязкой лавы. Считалось, что короны также возникли в глубокой древности, но в новом исследовании ученых из университета штата Мэриленд определено 37 корон, образовавшихся совсем недавно. Это меняет представление астрономов о Венере. Ученые считали планету лишенной внутренней энергии, однако она оказалась достаточно активной. В ее глубинах продолжается тектоническая деятельность, а вулканы извергают лаву на поверхность. Исследователи подозревают в недавнем извержении самый высокий вулкан на Венере – Маат-Монс, который поднимается на высоту 8 километров. В его центре виден огромный кратер, а вокруг пробоины поменьше.
Можно даже рассмотреть цепь совсем маленьких кратеров, разбросанных по местности. Хотя изображение очень детализировано, это не совсем фото. Магеллан не смог увидеть поверхность Венеры сквозь толстый слой облаков, но его бортовой радар исследовал планету, а затем передал результаты на Землю. По этим данным компьютер сгенерировал потрясающие виды планеты. И вот спустя почти 30 лет зонд Паркер НАСА впервые сделал реальные снимки Венеры в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне. Аппарат использовал свою широкоугольную камеру WISPR, чтобы зафиксировать всю ночную сторону Венеры. Изображение зонда НАСА объединила в одно видео. Там показано слабое свечение поверхности планеты, очертания ее континентальных регионов, равнин и плато. И даже невероятный светящийся ореол кислорода в атмосфере. Ученые говорят, что снимки Паркера превзошли их ожидания, ведь он рассчитан на исследование Солнца. Его инструмент WISPR предназначен для формирования изображения в видимом свете. Зонд работает в стиле коронографа, что позволяет обнаружить слабо видимые детали в солнечных атмосфере и ветре. Ученые предполагали, что он снимет лишь вершины облаков, скрывающих Венеру. Но WISPR сумел рассмотреть поверхность планеты сквозь плотную пелену ее атмосферы. Космический аппарат НАСА Паркер, который был запущен в 2018 году, вообще настоящий уникум среди себе подобных. Он предназначен прежде всего для изучения внешней короны Солнца, и Паркеру действительно удалось проникнуть внутрь нашего светила. Это просто фантастическое достижение. Окружающая среда в атмосфере звезды экстремальная, жара, огромная радиация, способны уничтожить любой объект. Паркеру пришлось выдержать температуру 1377 градусов Цельсия. Но зонд спроектирован так, чтобы выжить. Космический корабль оснащен продвинутым тепловым экраном из углеродной композитной пены, зажатой между двумя углеродными пластинами. При любой жаре он позволяет приборам оставаться в комфортной температуре 30 градусов Цельсия. Солнечные панели, которые обеспечивают питание космического корабля, выдвижные. Правда, на небольшой площади поверхности, направленной к звезде, они могут перегреться. Чтобы этого не допустить, Паркер пропускает через солнечные батареи воду. Она поглощает тепло, а затем излучает его в космос. Еще одна крутая новинка связана с управлением аппаратом. На протяжении большей части своего путешествия зонд будет чересчур далеко от дома и слишком близко к Солнцу, чтобы команда миссии могла отдавать команды в реальном времени. Помогают управлению 7 датчиков, расположенных по краям теплового щита Паркера. Если какой-либо из этих датчиков обнаруживает солнечный свет, об этом оповещается центральный компьютер. Тогда космический аппарат корректирует свое положение, чтобы датчики и остальные приборы были надежно защищены за тепловым щитом. Интересно, что Паркер весит около 635 килограммов и является относительно легким для космического корабля. Но его вывела в космос одна из самых мощных ракет в мире. Это потому, что для полета к Солнцу требуется много энергии, фактически в 55 раз больше, чем при путешествии к Марсу. На собственной тяге легковесный Паркер показал себя самым быстрым космическим аппаратом всех времен. На своих последних орбитах, наиболее близких к Солнцу, зонд развивал скорость до 692 тысяч км в час. Этого достаточно, чтобы долететь от Нью-Йорка до Токио менее чем за минуту. Да, но остается вопрос, при чем тут Венера? Зачем солнечный зонд изучал ее и делал фотосессию планеты? Возможно, решил охладиться и использовал тот мир как кондиционер? На Солнце, конечно, адская температура. Однако и на раскаленной Венере не остынешь. Да, Паркер и не думал прохлаждаться. Он сделал крюк, чтобы приблизить свою орбиту к Солнцу. Всего зонд выполнит 7 гравитационных маневров на Венере во время своей миссии. Эти маневры, хорошее оснащение и суперскорость помогают Паркеру выполнять очень сложные задачи. В частности, максимально сблизиться с Солнцем. Это позволило зонду провести уникальные исследования. Одно из них касается солнечного ветра. Известный физик и астроном Юджин Паркер, в честь которого назван зонд,
предсказал существование солнечного ветра еще 60 лет назад. Теперь мы знаем, что он имеет два отдельных потока – быстрый и медленный. Определен источник быстрых порывов, но медленный остается большой загадкой. До Паркера единственные измерения солнечного ветра происходили вблизи от Земли. За это время его порывы преодолевали десятки миллионов километров, остывали и смешивались с частицами другой среды. Измерения солнечного ветра всего в нескольких миллионах километров от поверхности Солнца помогают получить более точные результаты. Также это дает возможность выяснить больше о процессах, которые отправляют в космос потоки солнечного ветра. Паркер изучает, как некоторые частицы ускоряются от звезды и достигают ошеломляющей скорости свыше 300-1200 км в секунду. Они моментально могут долететь до Земли и повредить электронику спутников, не дав возможность принять меры для защиты. Третий большой вопрос, на который ученые надеются найти ответ – феномен нагрева короны. Температура в этой области Солнца, самом внешнем, разреженном слое атмосферы, доходит до миллиона и более градусов Цельсия. В то же время более внутренняя поверхность Солнца или фотосфера кипит при приятных 5500 градусов. Каким образом внешняя, напрямую соприкасающаяся с холодным космосом корона в 200 раз горячее поверхности? Пока это остается одной из величайших загадок в астрофизике. Ученые уже несколько десятилетий пытаются решить проблему, используя измерения на расстоянии. Пока это не дало весомых результатов. Данные, собранные напрямую внутри короны, способны раз и навсегда решить проблему с ее нагревом. Но как корабль может попасть внутрь этой области, разогретой до безумных температур? Там моментально расплавится и испарится любое вещество. Ключ кроется в различии между теплом и температурой. Температура измеряет, насколько быстро движутся частицы, в то время как тепло – это общее количество энергии, которое они передают. Корона невероятно тонкая, и в ней очень мало частиц, передающих энергию. Хотя они движутся быстро и поднимают температуру, но фактически не посылают много энергии зонду. В результате снижается тепловой удар. Это как разница между тем, чтобы положить руку в горячую духовку или в кастрюлю с кипящей водой. Мы, конечно, не будем повторять опасный опыт. Каждый и так знает, что в воздухе духовки рука нагревается меньше, чем в гораздо более плотной кипящей воде. Раньше в отношении Солнца ученые знали это в теории, а теперь Паркер реально все подтвердил. Космический зонд побывал внутри солнечной короны и в 2024 году успешно вынырнул из этого раскаленного ада. В НАСА уверяют, что аппарат отлично пережил экстрим, не получив никаких повреждений, и теперь он продолжает исследования, которые могут завершиться в 2025 году. Однако также существуют планы по продлению миссии. А нам пора перейти на другой маршрут. Мы продолжим Одиссею дальше от Солнца, вместе с автоматической межпланетной станцией Марс-Экспресс, которая начала свою работу в 2003 году. Она находится на орбите Красной планеты до сих пор, по сути превратившись в ее искусственный спутник. За это время станция успела провести колоссальные научные исследования. Марс-Экспресс оснащен 7 приборами, которые помогают изучать атмосферу и климат соседнего с нами мира, его состав и геологию, чем удалось аппарату порадовать астрономов за годы долгой работы. Основным достижением миссии ученые называют обычный водяной лед. Его долго искали на Красной планете. Наконец, Марс-Экспресс извлек эту замороженную субстанцию, которая состоит из воды и углекислого газа на Южном полюсе. Атмосфера планеты также богата углекислым газом, а ее температура подходит для образования облаков. Марс-Экспресс обнаружил их на высоте около 80 километров. Еще более примечательным было открытие мимолетного слоя облака в 100 километрах от поверхности, самых высоких на планете. Они состоят из замерзшего углекислого газа и лишь частично из водяного льда. Чисто водяные облака тоже могут образовываться на Красной планете, особенно в экваториальной области на высоте 10-30 километров над поверхностью.
Они состоят из кристалликов водяного льда и поглощают инфракрасное излучение. Ну а что жидкая вода? Планета кажется высушенной до капли жидкости. Тем не менее, Марс-Экспресс обнаружил на ней гидратированные минералы, которые образуются только в воде. Аппарат даже показал нам возможный древний океан на Марсе. Отложения на северных равнинах планеты, по-видимому, напоминают то, что можно увидеть в океане на Земле. Это подтверждает, что Марс когда-то был гораздо более влажным, чем сейчас. Тогда его условия хотя бы в течение короткого периода могли быть благоприятны для развития жизни. И периодически по этому поводу пресса преподносит настоящие сенсации. Возьмем снимки Красной планеты. Марс-Экспресс дал одни из лучших видов ее поверхности на сегодняшний день. И здесь не обошлось без намеков на инопланетян. Одним из известных примеров является знаменитый среди любителей космической фотографии снимок «Лицо на Марсе». Он сделан в регионе Кидония, которая находится в северном полушарии. Кажется, что с Красной планеты на нас пристально смотрит человеческая голова. Немного жуткое, но впечатляющее зрелище. Это не первый снимок ужасной химеры. Впервые Лик зафиксировал космический аппарат «Викинг-1» еще в 1976 году, а затем фотосессию повторили другие зонды. Однако многие пользователи соцсетей находят, что у станции Марс-Экспресс изображение получилось особенно впечатляющим. Впрочем, ничего сенсационного в этом лице нет. Никакого намека на инопланетян. Как показали дальнейшие исследования марсоходов, это просто нагромождение камней и игра света с тенью. Но все же фотография в каком-то смысле стала пророческой. Она была одной из первых подсказок тому, насколько сложным и многообразным является, казалось бы, безжизненный, лишенный тектоники Марс. Космический аппарат, можно сказать, оживил в наших глазах Красную планету. Долгое время ученые видели ее мертвой, лишенной всякой внутренней активности. Внутри нее, как считалось, нет тектоники плит, давно потухли все вулканы. Однако Марс-Экспресс дал одну из зацепок, чтобы это мнение изменить. Исследователи обнаружили на Марсе метан. Он, как ожидается, недолго задерживается в атмосфере. То есть на поверхности планеты должно быть какое-то топливо, которое пополняет запасы. Ученые предположили, что его источником могут быть вулканы, но этот вопрос требует дальнейшего изучения. Удивительным открытием стали и прекрасные авроры, которые периодически озаряют марсианское небо. Космическая станция обнаружила концентрацию потока электронов в небольших областях атмосферы Красной планеты. Они вызывают очень мощные полярные сияния в небе, которые запечатлел Марс-Экспресс. Не менее потрясающими являются фото марсианских лун Фобоса и Деймоса. О Фобосе Марс-Экспресс вообще узнал невероятную вещь. Диаметр крошечной Луны составляет всего 22 километра. Аппарат периодически пролетает вблизи нее и однажды прошел всего в 45 километрах над поверхностью Фобоса. Это позволило многое узнать о внутренней структуре маленького спутника. Выяснилось, что внутри этой на вид комковатой Луны практически ничего нет. Ее средняя плотность оказалась безумно низкой, всего 1,86 грамма на кубический сантиметр. Иными словами, это может быть пористое и во многом даже пустое тело, а не цельный кусок твердой породы. Как небесный объект мог превратиться в такой себе мяч для некой странной космической игры? Ученые выдвинули гипотезу, что Луна образовалась в результате грандиозной катастрофы. В период становления Солнечной системы на Марс упал зачаток планеты, планете Земаль, который выбросил на орбиту большое количество породы. Из нее со временем сформировались обе крошечные луны Красной планеты, но это пока лишь одна из версий. Возможно, космической станции удастся больше об этом разузнать, ведь она продолжает свои исследования. Еще дальше от Солнца мы отправимся в путь вместе с космическим аппаратом Юнона. В 2011 году НАСА запустила этот зонд к Юпитеру, как следует его защитив. Иначе быть не могло, ведь с газовым гигантом шутить не стоит. Это настоящий монстр среди планет. Его магнитное поле в 20 тысяч раз мощнее земного, а радиационные пояса напоминают колоссальный ускоритель частиц.
Именно эти пояса, наполненные высокоэнергетическими электронами и ионами, представляют угрозу для любой техники. Даже титановая защита Юноны, рассчитанная на экстремальные условия, иногда оказывалась здесь бессильной. За 8 лет работы аппарат пережил уже 4 аварийных отключения, но в целом выдержал испытания, и его оборудование смогло выполнять научные задачи. Юнона оснащена набором из 9 инструментов для изучения атмосферы, магнитного поля и лун Юпитера. Оборудование включает микроволновые радиометры, визуализаторы «Аврор» и магнитометры. Вся электроника размещена внутри бронированного хранилища, чтобы защитить ее от смертоносной радиации газового гиганта. Более 10 лет Юнона исследует Юпитер, раскрывая тайны самой большой планеты Солнечной системы. За это время ей удалось выяснить немало. В течение 35 витков вокруг Юпитера зонд собрал более 3 терабайт научных данных, представил ослепительные виды Юпитера и его спутников. Астрономы, которым инструменты Юноны позволили наблюдать за огромной планетой, с близкого расстояния были поражены. Возьмем хотя бы облака. У гиганта они уникальны, давно известны ученым и даже вошли в мифологию. Бог Юпитер окружил себя завесой облаков, чтобы скрыть свои проделки. Его жена, богиня Юнона, смогла заглянуть сквозь пелену и раскрыть истинное поведение мужа. Космический аппарат НАСА, которому было дано имя жены Зевса, в реальности повторил мифологический путь богини. Зонд сумел проникнуть за плотную завесу облаков, дважды прошел над большим красным пятном и сделал снимки уникального урагана газового гиганта, модель Юпитера. Оказалось, что большое красное пятно простирается намного глубже, чем считалось ранее. На Земле буря такого размера поднялась бы выше Международной космической станции. Исследователи говорят, что сверху ураган похож на огромный блин, от которого вихрь воронкой закручивается вниз аж на 500 километров. Он в 50-100 раз глубже, чем океаны Земли, а подпитывается шторм атмосферными струями, расположенными на невероятной глубине в 3000 километров. Ученые пытаются разгадать механизм движения этих течений. Данные космического аппарата пока дают только одну подсказку. Вверх и вниз струями перемещается атмосферный газообразный аммиак. Это сильно отличается от того, как все происходит на Земле. У нас атмосферные явления в значительной степени управляются водой, облаками, конденсацией и солнечным светом. Между тем, космический аппарат Юнона выяснил многие другие особенности большого красного пятна. Вот что, наверное, мы увидели бы внутри бури, если бы каким-то образом могли туда попасть. Мы сразу столкнулись бы с ужасной гравитацией. Когда Юнона проходила над бурей, то ее трясло, как при поездке на автомобиле по разбитой дороге. От этого радиоволны, которые поступали на Землю, слегка сжимались и растягивались. Благодаря подобному эффекту ученым удалось уловить даже крошечные толчки до 0,01 мм в секунду. По этим данным они смогли рассчитать гравитацию внутри большого красного пятна. Показатель оказался настолько высоким, будто на дне антициклона пряталась загадочная планета. Но никакой планеты, конечно, приборы там не обнаружили, только газовую поверхность. Впрочем, большое красное пятно далеко не единственный крупный ураган на Юпитере. На изображении, созданной с использованием 4 снимков Юноны, газовый гигант напоминает шар для боулинга. Каждое белое пятно на нем – это бушующий шторм размером с Землю. Одну из лун Юпитера, которых сегодня известно 95, тоже по-своему штормит, причем со страшной силой. Это Ио. И в системе газового гиганта нет объекта ярче нее. Юнона совершила мимо Луны несколько близких пролетов, и вот какой увидела Ио. Если вы хотите однажды хоть глазком заглянуть на преисподнюю, это как раз то, что надо. Она всегда охвачена адским пламенем, но никогда не сгорает. Поджигают спутник Юпитера многочисленные вулканы. В Солнечной системе нет небесного тела, которое превзошло бы Ио по числу огнедышащих гор. На маленькой Луне известны более 400 вулканов, которые регулярно выбрасывают потоки расплавленной серы.
Спутник Юпитера Европа тоже предстал перед Юноной как крутой вулканический мир. Но там нет раскаленных потоков лавы и огня извержений. Луна приютила множество ледяных криовулканов. Подобно земным гейзерам, они выбрасывают в атмосферу летучие вещества – метан, воду, углекислый газ и аммиак. В целом же главная фишка Европы оказалась не в вулканах и даже не в удивительной красоте Луны, которая изрезана длинными трещинами, как полосатая шкура тигра. Внутри нее все намного интереснее. Недра Европы, согласно исследованиям спутника, скрывают бескрайний океан. Найти к нему доступ очень просто. Время от времени через трещины в коре Европы из этого подземного водоема выбрасывает в космос клубы водяного пара. Под поверхностью самого большого спутника Юпитера, Ганимеда, тоже может плескаться огромный океан. Когда придет время, это будет легче проверить, чем на Европе. Лед на поверхности Ганимеды относительно тонкий и легкий для бурения. В отличие от Европы, Ганимед также обладает разреженной атмосферой, в состав которой входит кислород. Впрочем, его очень мало для дыхания человека. Однако не исключено, что на Ганимеде, как и на Европе, или в их океанах, есть жизнь. Вполне вероятно, что там скрываются какие-либо простейшие, а может и более сложные существа. Возможно, Юнона еще даст ответы на этот и другие вопросы, которые очень интересуют ученых. Хотя вряд ли она успеет найти что-то значимое. НАСА планирует завершить миссию в сентябре 2025 года. А космический аппарат Кассини-Гюйгенс уже завершил свой путь. Он был создан для исследования второго газового гиганта Солнечной системы – Сатурна, его великолепных колец и не менее удивительных многочисленных спутников. Миссию рассчитывали поддерживать всего 4 года. На самом деле 13 лет Кассини-Гюйгенс изучал самую живописную планету нашей звезды и ее окружение. В общей сложности зонд уже провел в космосе 20 лет. Кассини уникален своими размерами. Это крупнейший межпланетный космический аппарат из всех, что были запущены в пространство. 5,6-тонный зонд нес 68 040 килограммов ракетного топлива. Ведь лететь ему нужно было далеко. Чтобы добраться до цели, аппарат совершил 4 гравитационных маневра. Из них 2 у Венеры и по 1 у Земли и Юпитера. Кассини основательно оснастили 12 научными приборами, в том числе камерами на всех основных длинах волн, радарами, магнитометрами. Среди инструментов находились анализатор космической пыли, спектрометр радио и плазменных волн. Еще космический аппарат нес зонд Гюйгенс, который был защищен продвинутым тепловым экраном и мог выдержать температуру до 18 тысяч градусов Цельсия. Кольца Сатурна вблизи оказались еще более прекрасны, чем при наблюдениях обсерваторий. Они ярко сверкают в небе, но выглядят статичными в небольшом телескопе. При близком взгляде все фантастически меняется, и кольца предстают как море беспрерывно движущихся частиц и мелких камней. Одно из самых внешних колец F обновляет свой облик быстрее других. Особенности, которые в 1980-81 годах зафиксировали там зонды Voyager 1 и Voyager 2, исчезли в 2004 году во время наблюдения кольца аппаратом Кассини. Он открыл свидетельство столкновений колец с метеоридами и небольшими космическими объектами. Набор потрясающих фотографий космического аппарата показывает волны, которые образовались после ударов о кольца этих небольших тел. Ученые даже смогли создать модели, когда и как произошли бомбардировки метеоритов. Среди них выделяется гигант диаметром 19 тысяч километров. Он поднял целый шторм в системе колец, но не сумел их повредить. Кассини провел серию сложных маневров, сумев пробраться между Сатурном и его внутренними кольцами. Это позволило зонду внимательно рассмотреть некоторые вертикальные структуры и пропеллеры, то есть возмущения в кольцах. Исследование данных явлений показало, что Земля и Сатурн имеют одинаковую частоту ударов метеоритов. Это странно, ведь обе планеты находятся далеко друг от друга в Солнечной системе. Для объяснения загадки потребуются дальнейшие исследования.
Кроме колец, зонд уделил много внимания целой армии сателлитов газового гиганта. Это луны, которых у Сатурна аж 146, больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. 4 из них – Япет, Рею, Тифию и Диону – открыл именно Кассини. Из всей этой лунной тусовки вокруг Сатурна самым загадочным считается Титан. Это вторая по величине луна и единственная, которая имеет густую, богатую метаном азотную атмосферу. Она напоминает покрывало очень молодой Земли. Туда Кассини направил свой «Гюйгенс», который успел провести ценные для науки исследования на поверхности Луны. Посадочный модуль обнаружил на Титане облака, дождь, озера из жидких углеводородов, но Гюйгенс погиб вскоре после приземления. Тогда Кассини продолжил исследование Титана в одиночку, совершив многочисленные пролеты близко к спутнику. Возможно, его величайшим открытием стало обнаружение доказательств пребиотической химии на Титане, то есть такой, что могла бы в теории дать начало жизни. Среди многих других открытий Кассини отслеживал сезонные изменения в углеводородных озерах и морях Титана, а также наблюдал за появлением и исчезновением загадочных островов в одном из этих озер. Шлейфы жидкой воды, извергающиеся в космос через трещины в ледяной поверхности другого спутника Сатурна, Энцелада, являются еще одним ярким открытием Кассини. Космический аппарат обнаружил более 100 мест, где бьют струями гейзеры. Эти области, как правило, находятся в тигровых полосах или трещинах на поверхности ледяной Луны. Космический аппарат предоставил ученым убедительные доказательства того, что под ледяной оболочкой Энцелада скрывается гигантский океан жидкой воды толщиной от 30 до 40 километров. Этот водоем, вероятно, и является источником гейзеров. Всего несколько месяцев назад Кассини обнаружил, что в шлейфах гейзеров есть водород, что является намеком на гидротермальные источники в океане. Не исключено, что в таких теплых, комфортных местах скрываются живые существа. Похожее мы наблюдаем в некоторых подводных теплых ключах, бьющих внутри океанов Земли. Многочисленные пролеты Кассини мимо Энцелада дали возможность сделать и другие замечательные находки. Очень важным является свидетельство тектоники плит вокруг Южного полюса, поскольку рельеф там постоянно меняется. Впрочем, этот вывод, который был сделан по данным зонда, еще нужно подтвердить. Кассини, как мы уже выяснили, не сможет этого сделать, поскольку прекратил свою работу. В НАСА отправили зонд на Сатурн, где он разрушился в плотных слоях атмосферы. Его эстафету подхватят другие миссии, которые готовят к быстрому полету на Титан и Энцелад. Между тем, некоторые автоматические спринтеры уже проводили в небе настоящий марафон с участием еще более мелких объектов, чем Луны. Все началось еще в 1986 году, когда европейский зонд Джотто пролетел недалеко от ядра кометы Галлея и получил его самые четкие изображения. 6 лет спустя этот космический аппарат посетил другую комету, но сфотографировать ее не удалось. Раньше американский автоматический разведчик ICE вслепую исследовал комету Джакобини-Циннера с расстояния 7800 километров. Этим ограничились достижения кометных миссий на начало нового тысячелетия. Проблема заключалась в том, что кометы, даже короткопериодические, во внутренних областях Солнечной системы развивают очень большую скорость. Трудно выиграть в такой гонке. Исследовательские зонды пока не в состоянии их догнать, но способны приблизиться к какой-нибудь из комет. Тогда в течение очень короткого времени с близкого расстояния можно исследовать объект. Конечно, надеяться на большой объем научной информации при таком варианте не приходилось. Ученые долго бились над этой проблемой, но все же нашли выход. Если дополнительно разогнать космический аппарат в гравитационных полях планет, он способен перейти на орбиту, близкую к кометной. Тогда можно приблизиться к хвостатой звезде, уравнять с ней свою скорость и получить достаточно времени для ее детального изучения. Именно так и должен был сделать зонд Розетта, с которым мы отправимся в путь. Свое название он получил от такого себе розетского камня.
найденного в 1799 году в Египте. На каменной плите выбито 3 одинаковых текста, выполненных 2 древнеегипетскими способами письма и на древнегреческом алфавите. Историки сумели расшифровать это послание из далекого прошлого. Аналогично астрономы надеялись получить информацию из предыдущих космических эпох с помощью аппарата Розетта. Им особенно важно было найти в кометном веществе, почти не изменившемся за последние 4 миллиарда лет, подсказки о прошлом Солнечной системы. По пути к комете 67Р Чурюмова-Герасименко зонд провел для этого 3 гравитационных маневра вблизи от Земли и 1 в сфере притяжения Марса. Все время Розетта получала электроэнергию для бортового оборудования от солнечных батарей. Она стала первым космическим аппаратом с таким источником питания, достигшим орбиты Юпитера. Ее предшественники использовали для энергоснабжения радиоизотопные термические электрогенераторы. По пути к основной цели она посетила 2 астероида главного пояса – 5-километровый Штейнс и 120-километровую Лютецию. Наконец, аппарат прибыл в окрестности кометы Чурюмова-Герасименко. Она оказалась большой оригиналкой. Эта космическая скала весом почти 10 миллиардов тонн похожа на странное животное, скорее динозавра. По первым буквам фамилии ее первооткрывателей комету шутливо назвали Чугезавром. Выйти на стабильную орбиту вокруг такого завра оказалось очень сложно. Этому дополнительно мешали выбросы вещества из кометы, усиливавшиеся при подлете к ней. Аппарат постоянно корректировал свою траекторию и одновременно вел научные исследования. Одной из первых неожиданностей стало наличие у ядра кометы магнитного поля. Больше ученые надеялись узнать с помощью посадочного модуля Филы. Он отделился от основного аппарата и двинулся к комете для проведения исследований на месте. К сожалению, у модуля вышли из строя фиксаторы, которые должны были закрепить его на поверхности небесного камня. В условиях низкой гравитации 100-килограммовый спускаемый аппарат дважды отскочил от ядра объекта. В итоге модуль прикометился в глубоком ущелье, где условия освещения не позволяли ему полноценно использовать солнечные батареи. И все же он выполнял научную программу, пока не иссяк заряд бортовых аккумуляторов. Позже с ним удалось ненадолго установить контакт и вытащить часть данных. После этого почти 2 года Розетта вела исследования кометы и пространства в ее окрестностях. Количество снимков с различных расстояний превысило 100 тысяч. Среди этой горы данных больше всего ошеломляет одно. В составе кометного вещества было обнаружено множество соединений углерода и азота. Часть из них считается строительными блоками молекул, важных для жизни земного типа. В середине 2016 года Европейское космическое агентство приняло решение завершить миссию, столкнув зонд на комету. Последние фотографии поверхности хвостатой звезды, которые успела передать Розетта, сделаны с расстояния 17-21 метра. С того времени автоматические посланники человечества больше не посещали кометы, и ни одна кометная миссия до сих пор не вышла даже на стадию проектирования. Это, скорее всего, объясняется тем, что полет к кометам – сложное дело, дорога далекая и требует сложных гравитационных маневров. Однако наши космические аппараты уже проделали гораздо более долгий, в каком-то смысле бесконечный и невероятно трудный путь. Это удивительная история. Прежде чем с ней познакомиться, давайте отвлечемся на минуту и посмотрим вокруг. Какие устройства сохранились в вашем доме с 70-х годов прошлого века? Может, полароид? Он наверняка кажется вам безнадежно устаревшим, однако при этом отлично работает. Да, раньше все делали качественно. Но чтобы почти полвека было практически исправно оборудование кораблей, которые добрались аж за пределы Солнечной системы, 2 зондов-близнецов Voyager 1 и Voyager 2 совершили практически невозможное. Они выдержали космическую среду с ее кошмарной радиацией, низкие температуры, острую, как иглы, пыль. Секрет этой неуязвимости кроется в отличной защите зондов. Корпус и оборудование оснащены многослойной теплоизоляцией, тепловыми экранами, пластиковыми кожухами.
Это высокотехнологичные материалы, однако отдельные элементы линии обороны зондов совсем просты. Так, незадолго до запуска на некоторые кабели были наклеены от радиации полоски кухонной алюминиевой фольги. В целом над кораблями работали очень долго и тщательно. Труд всех людей, занятых в разработке и внедрении проекта, равен 11 тысячам лет. Это эквивалентно трети усилий, затраченных на возведение Великой пирамиды в Гизе при фараоне Хеопсе. Когда зонды запустили в космос, они направились к Юпитеру, Сатурну, Нептуну и Урану. Затем Voyager сделали множество необыкновенных снимков. Кроме культовых «Земля, бледно-голубая точка» и извержения вулкана на спутнике Юпитера Ио, есть менее известные, но потрясающие фото. Посмотрите на этот тет-а-тет Земли и Луны. Изображение Voyager 1 сделал, направляясь к Юпитеру. Наша планета и ее спутник на нем похожи на два полумесяца, дружно следующие куда-то в одном направлении. После облета планет на Voyager'ах отключили камеры и некоторые другие приборы для экономии энергии. Однако оставшиеся устройства могли проводить исследования, отправляя результаты на Землю. Без особых приключений зонды добрались до границы Солнечной системы и достигли края гелиосферы, заполненной солнечным ветром. Они попали в область гелиопаузы, где уравнивается давление этого ветра и межзвездной плазмы. Загадочное место, которое ученые раньше изучали лишь с помощью моделирования. Зонды сделали там удивительные открытия. Исследователи, например, ожидали, что магнитное поле галактики в районе гелиопаузы наклонено к солнечному магнитному полю, но зонды не обнаружили изменений направления магнитного поля. Зато плотность частиц в той области оказалась в 10 раз больше, чем в солнечном ветре. Потоки частиц сталкиваются в том регионе на немыслимых скоростях. От этого они раскалываются и образуют страшную огненную стену. Собственно, ученые не знают, действительно ли там пылает огонь. Есть лишь предположение, что именно так все и происходит. На внешней границе гелиопаузы плазма раскалена до 50 тысяч кельвинов. Кажется, невозможно преодолеть подобный ад. Однако зондам это удалось. Плазма оказалась очень тонкой. Ее слой намного меньше воздушной оболочки Земли. Она не разогрела Voyager'ы до критических температур и не вывела их из строя. Изучение раскаленной стены для ученых очень важно. Именно гелиопауза является последней линией обороны Солнечной системы от опасных космических лучей и межзвездной пыли. Гелиосфера блокирует 70% смертельной радиации глубокого космоса. Без этого жизнь на Земле была бы невозможна. И огненная стена, которую обнаружили Voyager'ы, скорее всего, играет здесь важную роль. Но смогут ли в будущем преодолеть такое препятствие астронавты? Новые исследования позволили предположить, что эта линия космической защиты может быть похожа на пончик или круассан. Тогда в ней окажутся зазоры, которые помогут пилотируемым миссиям преодолеть пылающий барьер. А далее, после выхода в межзвездное пространство, астронавтов ждет чудесный бонус. По данным Voyager'ов, космос со всех сторон там звучит музыкой, тихой и ласковой, как легкий летний дождь. Мы бы не услышали эти звуки, но приборы уловили шум и передали на Землю. Сначала ученые не могли определить его источник. Теперь они сошлись на мнении, что это звучит газ в межзвездном пространстве. Причем его там намного больше, чем считалось ранее. Тем временем аппараты продолжают передавать на Землю ценные сведения, хотя сигнал идет очень долго. И, конечно, не все бывает гладко. У Voyager'ов уже не раз возникали проблемы. Например, еще в апреле 1978 года основной радиоприемник Voyager 1 вышел из строя. С тех пор он работает на резервном приемнике. А недавно телеметрия Voyager 1 стала отправлять на Землю неадекватные сведения. Оказалось, что информация передавалась через компьютер, прекративший работу много лет назад. Он и повреждал данные. Тогда в центр управления аппарата была отправлена команда переключиться на правильный компьютер. После этого все наладилось, хотя причина сбоя до конца так и не ясна. Проблемой является и то, что источники энергии Voyager'ов истощаются. Недалек тот час, когда мы окончательно потеряем с ними связь.
Они же продолжат свое невероятное турне по межзвездному пространству, в основном среди пустоты. Только примерно через 20 тысяч лет Вояджеры пройдут через облако Оорта, оболочку из комет и ледяных обломков, вращающихся вокруг Солнца. Еще через 30 тысяч лет, по расчетам ученых, Voyager встретится со звездой Gliese-445 в созвездии Жирафа на расстоянии 17,6 светового года от Земли, а Voyager 2 через 30 тысяч лет приблизится к красному карлику Росс-248 из созвездия Андромеды в 10,3 световых годах от нас. Если же посмотреть в будущее еще дальше, то через 500 миллионов лет Солнечная система и Вояджеры совершат полный оборот вокруг Млечного Пути. Невозможно предсказать, что к тому времени произойдет на Земле. Но смогут ли зонды так долго продержаться в межзвездной среде? Ученые склоняются к мнению, что все в основном зависит от количества пыли в Млечном Пути. Эта пыль летит со скоростью несколько миль в секунду. Ее частички, как нанометеоритный ливень, медленно разрушают обшивку зондов. Причем даже пылинка размером в 0,01 миллиметра при столкновении оставляет микроскопическую отметину на корабле. Ученые много раз моделировали траектории зондов, их встречи с облаками пыли и возможные повреждения. Расчеты показали, что дольше всего останутся целыми золотые пластинки. Мы знаем, какую ценную информацию о Земле для возможной встречи с инопланетянами они несут. И они мега надежно защищены. Под золотой оболочкой скрывается алюминиевое покрытие, а под ним медная основа. Но главное, послания человечества снабжены энергией, можно сказать, навечно. На небольшом участке покрытия из урана-238 золотых пластинок ее хватит на 4,5 миллиарда лет. Voyager, несомненно, самые продвинутые автоматические космические корабли человечества. Они напрямую вышли к звездам. Но не менее важно, что Солнечную систему уже прочесала целая армия межпланетных аппаратов, которые сделали множество открытий. И это только начало. Ученые уверены, что в течение столетия научные зонды узнают большинство секретов нашего светила, его планет и других сателлитов. Китайский зонд в 2029 году полетит к Юпитеру и его луне Каллисто. Российский аппарат Венера-Д и американский Veritas отправятся ко второй от звезды горячей планете в 2031 году. А межзвездный зонд НАСА должен достичь части космоса за пределами Солнечной системы. С его помощью планируется выяснить природу космического пузыря, в котором находится наша звездная система. Среди астрофизиков есть мнение, что аппарат также способен открыть несколько новых миров на своем пути. Рассказ о таких интересных проектах можно продолжить, но мы отметим главное, что объединяет их все. Наши автоматические помощники прокладывают путь во Вселенную для пилотируемых миссий. Дикое пространство постепенно превратится в освоенную территорию с интересными маршрутами, в том числе по следам самых крутых космических аппаратов будущих времен. Космические путешественники. Помните наш первый полет? Мы добрались до ближайшей к Солнцу звезды. На пути яркие события чередовались с невероятными опасностями, живописными небесными шоу со взрывами и другими катастрофами. В общем, впечатления остались просто фантастические. Такое приключение хотелось бы пережить еще раз. Тем более, что с тех пор ученые выяснили много нового о наших звездных соседках. Одна из них даже, возможно, послала нам некие сигналы, а это значит, что пришло время ответить на позывные звезды и отправиться к ней в гости. Только согласитесь, как-то не хочется тратить бесконечное время на дорогу. Какой транспорт быстрее подбросит нас к нужной остановке? Обычная ракета, каравелла под солнечным парусом или что-то еще более экзотическое? Например, космическое судно, которое движется за счет непрерывных взрывов атомных бомб. У каждого есть свои плюсы и минусы. Но у нас в приоритете будет скорость. Протестируем самые перспективные средства передвижения и отправимся в путь. Только для начала неплохо точно разобраться с маршрутом. Какая звезда ближе к Земле, не считая Солнца?
Казалось бы, при современном развитии астрономии очень просто ответить на этот вопрос. Мы уже во многом освоили космос с помощью телескопов. Недавно ученые даже заглянули буквально на окраину Вселенной. Потенциальная галактика HD-1 с помощью телескопа Джеймс Уэбб найдена аж в 13,5 миллиардах световых лет от Млечного Пути. И где-то там может быть жизнь. Но нам трудно просто представить такую даль. А о полете туда пока нечего даже мечтать. На это понадобится миллиарды лет. Однако ученые уже всерьез задумываются о межзвездных перелетах в пределах нашей галактики Млечный Путь. Так что давайте конкретнее разберемся с ближними звездами. Астрономы недавно создали специальный обзор таких светил. В этот список, отсортированный в порядке увеличения расстояния, вошли звезды в радиусе 16 световых лет от нас. Включая Солнце, в настоящее время известно 56 подобных звездных систем. В общей сложности они содержат 63 звезды и 13 субзвезд, коричневых карликов. Среди близких к Земле светил есть малыши размером с систему Юпитера и колоссы намного больше Солнца. Не все они блистают в нашем небе. В список астрономов попали только 3 звезды ярче первой величины. Они видны с Земли невооруженным глазом. Альфа Центавра не самая яркая из них, хотя именно она ближе всего к Земле. Но надолго ли это? Вдруг, пока мы будем туда лететь, другая звезда займет место рядом с Солнцем? Звезды действительно не являются неподвижными объектами. В течение длительных периодов времени медленное независимое движение светил изменяет их относительное положение и расстояние до наблюдателя. Благодаря этому некоторые далекие от нас сейчас звезды со временем становятся новыми соседями Солнца. Ну а близкие светила перемещаются куда-то в глубины Вселенной. Команда исследователей из Европейского космического агентства решила наглядно проиллюстрировать такой процесс. Для этого астрономы обратились к недавно опубликованному релизу данных космической обсерватории Гайа и получили информацию о скоростях движения и траекториях 74 281 звезды в радиусе 326 световых лет от Солнца. На основе этих данных ученые создали компьютерную симуляцию их дальнейшего движения вокруг центра Млечного Пути. Модель демонстрирует, что большинство наших звездных соседей находятся на близких к кругу орбитах, пролетающих в районе плоскости галактического диска. Время от времени с ними сближаются объекты из гала Млечного Пути и его центральной части. Также бывают гости из близких к нам рассеянных звездных скоплений Геады и Волосы Вероники. Они также пополняют список близких к Земле звездных жителей. Одной из первых звезд сильно приблизится к нашему миру оранжевый карлик Gliese 710. Это светило массой примерно вдвое меньше Солнца. В настоящее время находится в 62 световых годах от Земли. По оценкам, оно подойдет на расстояние менее чем в 1,3 светового года к Солнцу, но не скоро, через 1,4 миллиона лет. А после свежих наблюдений за Gliese 710 космическим аппаратом Гайа выяснилось нечто более невероятное. Оранжевый карлик подберется буквально вплотную к Солнцу. Светило окажется всего в 4300 астрономических единицах от нашей звезды. Это всего примерно в 100 раз больше, чем расстояние от Земли до Плутона. Хотя слово «всего» здесь понятие астрономическое. Самому быстрому в истории космическому аппарату Voyager 1 потребовалось бы 1200 лет, чтобы преодолеть это расстояние. Станет ли нашей ближайшей соседкой Gliese 710 или нет, люди смогут точно узнать только в далеком будущем. А пока речь идет об Альфа Центавра, которая в космическом измерении выбрала себе место буквально у нас за углом. Можно включать космический GPS, чтобы проложить к ней прямой маршрут? В данном случае не все так однозначно. Давайте совершим виртуальный осмотр этой звезды и узнаем, в чем кроется ее подвох. Альфа Центавра находится всего в 4,37 световых годах от Солнца. Астрономы с древних времен знают о нашей яркой соседке. Альфа Центавра указана еще в Альмагесте, звездном каталоге, составленном Птоломеем около 150 года нашей эры.
Хотя светило было основательно задокументировано в древности, его характер оказался очень непростым. Только в конце 1600-х годов астрономы начали замечать, что объект состоит из нескольких звезд. Сначала рассмотрели две из них. Что представляют собой эти светила, которые так сияют в нашем небе? Самый яркий компонент в системе – звезда Альфа Центавра А или Ригел Кентавра. Она больше и массивнее Солнца. Диаметр светила в 1,2 раза, а масса в 1,1 раза превышает аналогичные показатели нашей звезды. Температура поверхности Альфа Центавра А составляет около 5500 градусов Цельсия, и она примерно в 1,5 раза ярче Солнца. Ригел Кентавра гравитационно заперта с Толеманом или Альфа Центавра Б. Толеман – оранжевая звезда главной последовательности диаметром 86% и массой 97% солнечных. Температура поверхности Альфа Центавра Б достигает лишь 5000 градусов, то есть звезда холоднее и примерно в 2 раза менее яркая, чем наше светило. По данным НАСА, Ригел Кентавра и Толеман разделены примерно 23 астрономическими единицами. Если же говорить о системе в целом, то у нее есть некоторые черты, сходные с Солнцем. Например, паре Альфа Центавра от 5 до 6 миллиардов лет. Они лишь немного старше нашей звезды и тоже находятся в расцвете сил. Альфа Центавра и Солнце, можно сказать, поддерживают добрососедские отношения. Граница гравитационного захвата Солнца простирается на 3,81 светового года и доходит почти до владений пары компаньонок. Астрономы считают, что гравитация Альфа Центавра может привлекать блуждающие планеты в зону своего влияния, не пропуская их ближе к нам. Солнце с соседками даже способны играть в своеобразный космический покер. Они перебрасывают своей гравитацией планеты-изгои как карты друг другу. Однако ни одна звезда не оставляет этих бродяг в своей системе, выбрасывая их в конечном итоге в открытое пространство. У Солнца, понятно, хватает своих планет, и лишние ему не нужны. А вот обе компаньонки Альфа Центавра как-то своими планетами не обзавелись. Правда, в 2012 году астрономы объявили об обнаружении планеты, вращающейся вокруг Альфа Центавра Б. Но после дополнительных исследований открытие подверглось серьезным сомнениям. Сейчас в научном мире принято считать, что планеты не существует. У Альфа Центавра А в феврале 2021 года был обнаружен кандидат в экзопланеты Альфа Центавра А-Б. Ее существование еще предстоит подтвердить или опровергнуть. Если планета все же есть, то это будет очень ценная находка. Она войдет в зону обитаемости звезды, а ее радиус и период вращения окажутся примерно равным земным. Двойник Земли? Возможно. Но это еще под большим вопросом. Ученые все больше сомневаются в ее существовании. А между тем, некий аналог Земли в системе Альфа Центавра уже доподлинно известен. Откуда он мог появиться, если Ригел Кентавра и Толеман пока что официально планетами не обзавелись? Вспомним, что наша звездная соседка полна загадок. И это одна из них. В 1915 году астрономы узнали, что в компании Альфа Центавра не 2, а 3 объекта. Последний компаньон, с которым мы еще не встретились, как раз ближе всего к Солнцу. Каким образом он так долго скрывался от астрономов? Узнаем обо всем, ближе познакомившись с таинственной звездой. Третий компонент системы – красный карлик Проксима Центавра. Это небольшая звезда массой всего 12% солнечной, а радиусом меньше аж в 7 раз. Температура ее поверхности тоже невелика, чуть больше 2800 градусов Цельсия. Некоторые экзопланеты по температуре обогнали эту звезду. В пример можно привести Кельт 9b из созвездия Лебедя, разогретую примерно до 4327 градусов. Неудивительно, что Проксима Центавра очень тусклая. Ее светимость составляет мизерные 0,017% солнечной. В ярком свете двух других компаньонов Альфа Центавра астрономы долго не замечали ее в небе. Хотя именно Проксима находится ближе всего к Солнцу в 4,25 светового года.
Интересно, что она, похоже, мечтает о еще более тесном соседстве, потихоньку продвигаясь к Солнцу. Через 26 700 лет звезда окажется от нас на расстоянии немногим более 3 световых лет. Тусклый, прохладный красный карлик. Даже на таком близком расстоянии его приближение, конечно, ничем нам не грозит. Вместе с тем не нужно недооценивать маленькую звезду. Она не прочь показать свой характер, периодически вспыхивая в небе. Внезапные всплески яркости ученые связывают с увеличением магнитной активности светила. Подобное случается также на Альфа Центавра Б, но очень редко. Проксима Центавра вообще держится от компаньона как бы особняком. В настоящее время она находится на расстоянии около 13 тысяч астрономических единиц от обеих звезд. В течение ближайших 300 тысяч лет Проксима приблизится к паре Альфа Центавра на 4100 астрономических единиц, но это все равно очень далеко. Ученые даже выдвинули версию, что две звезды Альфа Центавра много миллионов лет назад похитили Проксиму, захватив ее гравитационным притяжением. И не зря. Именно этот тусклый красный карлик обогатил Звездный Союз экзопланетами. Проксима Б обнаружена астрономами в 2016 году во время гравитационных игр со своей звездой. Ее засекли радиальным методом, основанным на колебании звезд под влиянием планетарных орбит. Конечно, планеты не могут сильно расшатать более массивные звезды, но спектр цвета от их взаимодействия у светил слегка меняется. По таким колебаниям астрономы уже зафиксировали более 1000 экзопланет, но именно Проксима Б заняла место на вершине топа этих находок. Наша ближайшая космическая соседка оказалась похожей на Землю. Две планеты почти близнецы по размеру и весу. Масса у Проксима Б всего лишь в 1,3 раза больше земной. К тому же она предположительно каменистая, как и наш мир. В этом случае, по расчетам НАСА, ее радиус составляет 1,1 земного, если допустить плотность экзопланеты в 5,51 грамма на сантиметр в кубе, как у нас. Только места жительства в своих системах планеты выбрали разные. Проксима Б подобралась близко к центру. Она расположена лишь в 0,05 астрономических единицах от своего светила, намного ближе, чем Меркурий от Солнца. Но как такая планета может походить на Землю? Это наверняка уголек, сожженный пламенем своей звезды. На самом деле Проксима Б ухитряется мирно существовать буквально в обнимку со своей звездой, совершая оборот по орбите всего за 11 дней. Секрет кроется в маленькой температуре Проксима Центавра. Красный карлик посылает экзопланете 65-70% от потока излучения, которое Солнце дает Земле. Благодаря этому Проксима Б, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. То есть на ней потенциально может существовать белковая жизнь. Модели вообще превзошли самые смелые ожидания исследователей, показав на Проксима Б очень стабильный климат. Однако существует и альтернативный взгляд. Проксима Б может оказаться далеко не благодатным миром, а скорее жестоким и бесплодным. Когда на красном карлике происходит вспышка, он со страшной силой бомбардирует экзопланету ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Согласно последней оценке ученых, Проксима Б получает в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновского излучения, чем Земля. Такие атаки способны полностью стерилизовать любой мир до последнего микроба. Впрочем, ученые допускают, что Проксима Б сохранила часть атмосферы, особенно если в юности она успела сформировать вокруг себя толстый газовый покров. Извержения вулканов или удары комет тоже способны частично компенсировать потери атмосферы за счет выброса газов. Либо, по другому предположению, Проксима Б защищена от радиации мощным магнитным полем. Ученые надеются проверить свои версии с помощью 39-метрового телескопа ISO и ILT, строительство которого ведется в Чили. Он позволит четко выделить планету на фоне звезды и разгадать ее загадки. Хотя, согласитесь, надежнее было бы увидеть все своими глазами. Тогда можно разобраться со всеми загадками компаньонок Альфа Центавра и точно определить, годится ли Проксима Б на роль второй Земли.
Она, возможно, даже посылает нам приглашение в гости. По крайней мере, астрономы получают неизвестные радиосигналы со стороны Проксима Центавра. Ученые до сих пор точно не определили их природу. То ли это какие-то неизвестные космические процессы создают шум в радиоэфире, или ложный сигнал создают помехи на нашей орбите. А может, весточку нам посылают инопланетяне? Как об этом узнать от самой звезды, можно сказать, из первых рук? Побывать на месте происшествия. В обычной жизни нам легче всего добраться до ближних соседей. Только со звездами это не работает. 40 триллионов километров – вот какое гигантское расстояние придется преодолеть. Есть ли средства передвижения по космосу, которые в приемлемые сроки подбросят нас к звездным соседкам? Если бы мы могли путешествовать со скоростью света, то достигли бы Альфа Центавра за 4 года. Однако лишь безмассовым частицам света, фотонам, законы физики позволяют так быстро рулить по небу. А мы с вами, наши космические корабли и все остальное имеет массу. Значит, свет не догнать. Хотя крутые идеи на этот счет есть, и немного позже мы их обязательно разберем. Пока давайте протестируем доступные нам современные технологии. Почему бы не отправиться на таком космическом корабле в гости к нашей ближайшей звездной соседке? Сразу скажем, это будет нелегкой задачей. Сейчас космические корабли в основном заправляют химическим горючим. Самое простое однокомпонентное топливо представляет собой один вид вещества, которое разлагается в процессе работы на нагретые газы. При этом выделяется энергия, создающая тягу. Температура реакции невысока и дает низкую эффективность двигателей. Гораздо больше энергии выделяется при химической реакции двух разных компонентов, образующих топливную пару – окислителя и горючего. Их взаимодействие нагревает смесь газов до 2500–3000 градусов. Основное деление топливных пар проходит по температурному классу. Очень холодные сжиженные или криогенные газы и жидкости с обычными температурами, то есть высоко кипящее топливо. Криогенной считается топливная пара хотя бы с одним охлажденным компонентом. Например, это классическая смесь керосин, жидкий кислород советских ракет-носителей «Союз». 3 главных двигателя Space Shuttle работали на жидких кислороде и водороде, охлажденных до низких температур. За какой период времени корабли на парном химическом топливе способны достичь Альфа Центавра? К примеру, Аполлон-11 летел со скоростью 40 тысяч километров в час. Он смог бы добраться до ближайшего компаньона из Звездной Троицы, красному карлику Проксима Центавра, более чем за 100 тысяч лет. Представляете этот срок? 100 тысяч лет назад по Земле еще бродили мамонты, а разрозненные племена древних людей в основном жили на территории Африки. Вот какой отрезок времени придется находиться на борту космического корабля. При таком путешествии в замкнутом пространстве сменятся тысячи поколений. Чтобы избежать вырождения, нужно отправить к Земле миллионы людей. Ученые выделяют еще несколько важных проблем межзвездного полета. Неизвестно, сможет ли космический корабль функционировать такой продолжительный срок. К тому же химическим ракетам потребуется неприемлемо огромное количество топлива. Чтобы тащить за собой емкости размером примерно с Луну, космический корабль должен быть сопоставим с Землей. Конечно, космические аппараты со временем летают все быстрее. Например, солнечный зонд Паркер, который был запущен ранее, двигается со скоростью около 0,067% от световой. Исследователи Фредерик Марин и Камиль Белуффи решили использовать в своих уравнениях именно эту скорость при расчете времени достижения соседней звезды. При подобном разгоне межзвездное путешествие займет около 6300 лет. Это гигантский отрезок времени, но его уже можно представить, хотя и с трудом. Земляне, не видевшие Земли, от этой мысли как-то становится не по себе. Сколько поколений сменится на корабле? Понятно, что не менее сотни. Однако из этого вытекает более интересный вопрос. Возможен ли хотя бы теоретически подобный космический поход? В нашем понятии практически бесконечный. Каким должен быть минимальный экипаж, чтобы сохранить генетическое разнообразие в течение всего полета?
Фредерик Марин и Камиль Белуффи, кажется, нашли ответ на вопрос. Ученые рассчитали вероятность выживания для миссии с разным количеством людей. Также учитывались правила воспроизведения экипажа, которых придется придерживаться во время полета. Выбрать подходящих людей для миссии, которая затянется на столько поколений, будет непросто. Среди основных параметров можно назвать изначальное количество мужчин и женщин, их возраст и продолжительность жизни, уровень бесплодия. Также важно правильно определить максимальную вместимость корабля, его возможности для нормального поддержания жизни и многое другое. Как только эти параметры определены, их можно подставить в алгоритм под названием Heritage. Сначала алгоритм создает экипаж с выбранными качествами, затем рассчитывает естественную или случайную смерть каждый год и проверяет, какие члены экипажа способны за это время родить детей. Затем алгоритм случайным образом соединяет двух членов экипажа разного пола и оценивает, могут ли они иметь ребенка. Если это возможно, алгоритм создает нового члена экипажа. Этот цикл теоретически повторяется до тех пор, пока экипаж либо не вымрет, либо не достигнет Проксима Центавра через 6300 лет. В сценарии для каждой миссии также учитываются разного рода катастрофы, вирусы, столкновения или аварии, которые могут сократить экипаж на треть. Алгоритм проигрывает каждую экспедицию около 100 раз. Нужно разобраться в том, сколько же людей достигнут конечной остановки. Далее определяется вероятность успеха на протяжении 100 миссий для разных начальных размеров экипажа. Алгоритм предсказывает, что стартовый экипаж из 14 пар имеет нулевые шансы достичь Проксима Центавра. Такая маленькая группа не обладает достаточным генетическим разнообразием, чтобы выжить даже без каких-то катаклизмов. Исследователи наблюдали на животных, что генетическое разнообразие начальной популяции из 25 пар может поддерживаться бесконечно долго при тщательном размножении. Но когда алгоритм использует эту популяцию в качестве стартового экипажа из 25 мужчин и 25 женщин, картина получается иной. Она показывает 50% вероятность вымирания до достижения цели. Во многом это объясняется случайными событиями, способными повлиять на миссию. Шансы на успех достигают 100%, когда в начальном экипаже 98 поселенцев или 49 брачных пар. Можно сделать вывод, что именно такой минимальный экипаж необходим для путешествия к Проксима Центавра Б. Это, несомненно, интересная работа, но она только заложила основу для более детального моделирования. Например, нельзя исключить, что уровень рождаемости в глубоком космосе совершенно иной по сравнению с земным, а шансы на рождение здорового ребенка значительно ниже из-за более высокой скорости мутаций под воздействием радиации. В свою очередь, вероятность апокалипсиса из-за несчастных случаев или чумы может оказаться мизерной. Или, по крайней мере, гораздо меньше, чем вероятность социальной катастрофы. Это могут быть вражда, острые конфликты внутри экипажа и многое другое. Словом, все получается очень сложно. Хотелось бы добраться до Альфа Центавра побыстрее и без заморочек с воспроизведением экспедиции, так что мы продолжим тестировать различные виды космических кораблей. Среди них есть еще летательные средства, можно сказать, с опытом. Ракеты на ионных двигателях уже не раз выходили в открытое пространство. Реактивная тяга в них создается на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле. Сам процесс специалисты не считают сложным. В камеру подается какой-то газ, обычно инертный, такой как аргон, ксенон, криптон. Также в некоторых случаях используется ртуть. Далее этот газ бомбардируется высокоэнергетическими частицами, которые открывают электроны с оболочек атомов газа. Двигатель интересен тем, что потребляет мало топлива и очень долго сохраняет работоспособность. В последние годы технологии ионных двигателей применялись на практике. Миссия SMART-1 Европейского космического агентства по исследованию Луны – отличный тому пример. Для полета на наш спутник космическому кораблю потребовалось всего 82 килограмма ксенонового топлива. Минус в том, что ионным двигателям нужно много времени для разгона космического аппарата до больших скоростей. В данном случае все зависит от топлива и выработки электроэнергии.
Можно ли обеспечить их в нужном объеме? Если использовать ионное движение при миссии к Проксима Центавра, двигатели должны иметь мощный источник энергии. Еще понадобятся большие запасы топлива, хотя и меньшие, чем для обычных ракет. Допустив, что 81,5 килограмма горючего дает возможность разогнаться до 56 тысяч километров в час, ученые провели нужные расчеты. Они пришли к выводу, что при такой скорости потребуется 81 тысяча лет для перелета к Проксима Центавра. Но если ионные двигатели сделать крупнее и мощнее, то скорость окажется намного выше. Правда, все равно время перелета останется значительно больше срока человеческой жизни. А что если пойти по другому пути и использовать для миссии естественную силу космоса? Это звучит как-то странно. Но на самом деле работает отлично. Самый быстрый способ, который уже использован на сегодняшний день – гравитационный маневр. То есть космический аппарат использует орбитальное движение планеты, а также ее силу притяжения для изменения пути и скорости. Космический аппарат Mariner 10 в 1972 году первым приспособил гравитационную тягу Венеры для разгона в сторону Меркурия. В 1980-х зонд Voyager 1 тоже использовал Сатурн и Юпитер для таких маневров. Аппарат разогнался до 60 тысяч километров в час и вышел на этой скорости в межзвездное пространство. И если бы Voyager 1 постоянно двигался с данной скоростью, ему потребовалось бы 76 тысяч лет для достижения Проксима Центавра. Более 2500 поколений сменилось бы в космосе, чтобы преодолеть это расстояние. Но если взять в расчет рекордную скорость Helios-2 – 240 тысяч километров в час, все стало бы намного интереснее. Тогда потребовалось бы 19 тысяч лет, чтобы добраться до Проксима Центавра. Участью 600 поколений стала бы жизнь на борту космического корабля. Существенно лучше, хотя все еще далеко от реальности. Что ж, посмотрим еще один продвинутый способ межзвездных путешествий, который только что прошел тестирование. Речь идет о радиочастотном двигателе с резонансной полостью, известном как EM-Drive. Он основан на идее прямого преобразования электроэнергии в тягу. Ученые НАСА заявили, что успешно испытали этот двигатель в вакууме, то есть он годится для полетов к дальним звездам. По расчетам на базе прототипов НАСА, космический аппарат на электромагнитном двигателе менее чем за 18 месяцев может долететь до Плутона. Зонд «Новые горизонты» двигался к карликовой планете в 6 раз медленнее. Но даже с учетом многократного повышения скорости, по сравнению с новыми горизонтами, зонд на электромагнитных двигателях будет лететь к Проксима Центавра 13 тысяч лет. Таким образом, 430 поколений провели бы жизнь на борту корабля. Неплохо, но все же недостаточно для успеха. Если нужен еще более быстрый транспорт, специалисты предлагают обратить внимание на ядерные установки. Недаром это самый мощный источник энергии на Земле. НАСА десятилетиями изучают подобные варианты. По мнению ученых космического агентства, ракеты на ядерном топливе можно оснастить урановыми и дейтериевыми реакторами. Процесс предполагает прежде всего нагрев водорода в реакторе и превращение его в плазму. Она будет направляться в сопло ракеты, генерируя тягу. По сравнению с химическими двигателями, у ядерных есть неоспоримые преимущества. Прежде всего, это практически неограниченная энергетическая плотность. Кроме того, ядерный двигатель будет вырабатывать мощную тягу по отношению к объему топлива, которое использует. Процесс позволяет сократить количество необходимого горючего, а значит вес и стоимость аппарата. Хотя двигатели на тепловой энергии пока в космос не выходили, их прототипы уже создали и испытали. Самая лучшая из предложенных концепций имеет максимальный удельный импульс в 5000 секунд. Космический аппарат с ядерным двигателем подбросит людей на Марс всего за 90 дней. По крайней мере, теоретически это возможно, когда Красная планета подойдет на расстояние 55 миллионов километров к Земле. Но если говорить о путешествии к Проксима Центавра, ядерной ракете потребуется столетия для разгона. Потом будут несколько столетий пути, а за ними еще много веков торможения на пути к цели. На все вместе уйдет не менее 1000 лет.
Звучит очень привлекательно, и все же это путь для десятков поколений. Может, найдем что-нибудь быстрее? Ядерная силовая установка как двигатель для быстрого космического путешествия когда-то подавала большие надежды. Ее пытались создать в рамках проекта «Орион», который просуществовал с 1958 до 1963 года. Авторы проекта рассчитывали использовать импульсные ядерные взрывы, чтобы обеспечить огромную тягу двигателя. Проект «Орион» представлял собой большой космический корабль, который набирает скорость за счет взрывов ядерных боеголовок. Бомбы планировалось выбрасывать позади ракеты. Ускорение она получала от взрывной волны, которая уходила в расположенную сзади панель для толчка. Хотя сейчас эту конструкцию сложно назвать привлекательной, у нее сохранились свои плюсы. Ракета продемонстрировала возможность обеспечить высокую удельную тягу, то есть извлечь максимальное количество энергии из источника топлива. В данном случае речь идет о заправке множеством ядерных бомб. Затраты на такое горючее минимальные. Зато космический корабль мог разогнаться до очень высокой скорости, по некоторым оценкам, равной 5% от световой. Конечно, у проекта имелись неизбежные минусы. Корабль понадобился бы гигантского размера и веса, а потому крайне дорогой и сложный в инженерном исполнении. По оценкам экспертов, «Орион» на водородных бомбах весил бы от 400 до 4 миллионов метрических тонн, и, по крайней мере, 3/4 этого пришлось бы на ядерные заряды, каждый весом до 1 тонны. Трудно вообразить, какую огромную дозу радиации получал бы такой корабль, и сколько ядерных отходов пришлось бы утилизировать после его тестирования. Считается, что именно по этой причине проект был свернут в рамках договора о частичном запрете ядерных испытаний от 1963 года. Целью была остановка чрезмерных выбросов радиоактивных отходов в атмосферу планеты. Ну, раз с этим получилось неудачно, мы можем протестировать кое-что интереснее. Посмотрим на наше Солнце, которое постоянно поддерживает термоядерную реакцию в своих недрах. Ученые решили последовать примеру нашего светила для космических полетов. Идея заключалась в применении энергии ядерного синтеза, а не деления, как в предыдущих случаях. Эта концепция обладает преимуществами с точки зрения эффективности топлива и удельного импульса. По расчетам, скорость такого космического судна должна достигать 10 600 км в час, что намного превышает возможности обычных ракет. Технология активно изучалась в течение последних нескольких десятилетий, и было представлено много предложений. Например, между 1973 и 1978 годами британское межпланетное общество предложило проект под названием «Дедал». Он должен был отправиться к звездным соседкам Солнца, даже более далеким, чем Альфа Центавра. Концепция предполагала строительство двухступенчатого беспилотного научного зонда, который смог бы добраться до звезды Барнада в 5,9 световых годах от Земли, причем все должно было произойти в срок, который сопоставим с человеческой жизнью. Вот каким предполагался полет Дедала. Представим аппарат, у которого 2 ступени. Первая, более крупная, работает в течение 2 лет и разгоняет корабль до 7,1% скорости света. Затем эта ступень отбрасывается, зажигается вторая, и аппарат за 1,8 года достигает 12% скорости света. Потом двигатель второй ступени отключается, и корабль летит дальше в течение 46 лет. По оценкам сотрудников проекта, миссии потребовалось бы 50 лет, чтобы достичь звезды Бернада, а к Проксима Центавра тот же зонд добрался бы вообще за 36 лет. Согласитесь, это было бы настоящим космическим прорывом. Но только Дедал на сегодняшний день нереален. Многие вещи играют против него. К примеру, на Земле практически нет гелия-3, нужного для воплощения концепции в жизнь, а значит, его придется добывать в другом месте. Вероятнее всего, здесь подойдет Луна. Такие планы уже есть. Остается только открыть копии на нашем спутнике. К тому же возникает вопрос размера и стоимости судна типа Дедала.
Даже по скромным оценкам, полностью оборудованный аппарат будет весить 60 тысяч тонн. Этот гигант обойдется в нереальную сумму, равную всем доходам человечества. Также потребуется уровень термоядерного реактора, намного превышающий наши возможности. И все же, несмотря на все недостатки, проект по-прежнему считается перспективным. Это же относится к другому типу, прямоточному, воздушно-реактивному двигателю. Вот в чем его суть. По мере того, как аппарат набирает скорость, реактивная масса попадает в магнитное поле, которое сжимает ее до начала термоядерного синтеза. Затем магнитное поле направляет энергию в сопла ракеты, ускоряя судно. Никакие топливные баки не будут замедлять работу подобного термоядерного двигателя. Ему теоретически удастся развить скорость порядка 4% световой. Тем не менее, с этой миссией тоже многое не так. Взять хотя бы проблему трения. Космический аппарат, который полагается на высокую скорость сбора топлива, будет сталкиваться с большим количеством межзвездного водорода. В результате корабль станет терять скорость, особенно в плотных регионах галактики. Есть еще одна серьезная проблема. В космосе совсем немного дейтерия и трития, которые используются в реакторах на Земле. А синтез обычного водорода, которого много в пространстве, нам пока не подвластен. А вот чего у нас тоже очень мало, так это солнечного света. И выглядело бы странным, если бы люди не попытались приспособить его к космическим полетам. Ветер разгоняет на Земле корабли, точно так же Солнце могло бы двигать их по просторам Вселенной, если, конечно, оснастить эти межзвездные каравеллы соответствующими парусами. Солнечная энергия содержит множество плюсов. Корабли на такой тяге относительно простые и дешевы. Им не нужно топливо. Паруса будут работать как лист бумаги, в который бросили мяч. Бумагу отталкивает сила удара. Аналогично импульс света передается парусу, что заставляет его отталкиваться и ускоряться. Причем все происходит в космическом вакууме, где нет сопротивления воздуха. В случае межзвездного перелета такой парус придется подталкивать сфокусированными лучами энергии. Для этого предлагается использовать лазер или микроволны, которые позволят космическому судну почти догнать свет. Давайте протестируем каждую из технологий. Если говорить о лазере, то это очень крутая идея. Парусникам в случае поддержки лазеров не нужно вести топливо на борту, и к тому же лазерная энергия не рассеивается на расстоянии. Правда, такому судну требуется некоторое время для разгона, однако после этого он будет ограничен только скоростью света. Для успеха важно выяснить, сколько может длиться разгон. Роберт Фрисби из НАСА полагает, лазерный парус достигнет половины скорости света меньше, чем за 10 лет. Астрофизик рассчитал, что парус диаметром 320 километров мог бы добраться до Проксима Центавра за 12 лет, а под парусом в 965 километров космическая каравелла вообще помчится по небу как бешеная и всего через 9 лет достигнет цели. Однако строить такой парус придется из продвинутых композитных материалов, чтобы избежать плавления. Это будет особенно сложно, учитывая размеры изделия. Еще менее оптимистически звучит прогноз по потреблению энергии. По мнению Фрисби, раздуть столь огромный парус может стабильный поток в 17 тысяч тераватт. Примерно столько весь мир потребляет за один день. Словом, до воплощения в жизнь этих концепций еще далеко. Но разработки ведутся очень активно. И, похоже, ученые придумали, как уже в ближайшее время узнать многие тайны ближайшей звезды. Они планируют отправить туда флотилию нанозондов. В рамках программы Starshot к Проксима Центавра полетят десятки тысяч крошечных аппаратов размером до 1 грамма. На орбите зонды откроют огромные солнечные паруса размером 4 на 4 метра из тонкой фольги. В то же время с Земли массивы лазеров площадью 1 на 1 километр направят на паруса потоки излучения для разгона. Постепенно флотилия наберет 20% скорости света и доберется до Проксима примерно за 25 лет. Там зонды соберут необходимую информацию, снимут фото и видео, а затем передадут данные на Землю. Мы получим их еще через 5 лет. Правда, пока время запуска нанофлотилии не определено.
однако проведено успешное тестирование нескольких зондов. Но все-таки только люди смогут до конца изучить звезду Проксима Центавра и ее планеты. Рано или поздно это наверняка случится. На каком транспорте отправятся туда наши потомки? На паруснике или космическом корабле с электромагнитным ядерным двигателем? После тестирования мы видим, что не исключен любой вариант. А их предлагается очень много, и некоторые сегодня кажутся полной фантастикой. Однако именно эти технологии в будущем могут внезапно оказаться в числе первых кандидатов на межзвездные перелеты. Один из таких вариантов — создание топлива на основе странного, практически неуловимого вещества. Речь идет об антиматерии, теоретически способной разогнать корабль почти до скорости света. Она состоит из античастиц, которые как бы являются зеркальным отражением обычных частиц. Каждая пара частицы и античастицы имеют одинаковую массу и свойства, а вот заряды у нее разные. Их вообще нельзя назвать дружными родственниками. Напротив, они абсолютно не переносят близкого общения. Во время взаимодействия в паре происходит аннигиляция, реакция превращения в какие-то иные частицы, отличные от исходных. При этом выделяется огромное количество энергии, которую можно использовать в двигателях космических кораблей. И всего 100 граммов антивещества хватит для полета к Проксима Центавра. Но где его взять? Антивещество ученым пока не удается найти в природе, а при искусственном производстве оно обходится слишком дорого. На Большом адронном коллайдере удалось получить лишь несколько триллионных долей грамма антиводорода. На основе этого эксперимента НАСА подсчитали его примерную стоимость. 1 грамм обойдется в $62,5 триллиона, так что 100 граммов, необходимые для полета к Проксима Центавра, разорит мировую экономику. Хотя в этом вопросе есть некоторый прогресс. Сейчас НАСА изучают возможность использования магнитных совков для сбора антиматерии. Гипотетически она должна встречаться в поясе Ван Аллена или в поясах газовых гигантов, например, Юпитера. Если версия подтвердится, стоимость антивещества станет более доступной. Представляете, какие возможности это откроет перед нами? Межзвездный корабль с двигателем на антивеществе мог бы достичь Проксимы Центавра чуть больше, чем за 8 лет. Быстрее это сделать уже не получится, разве что совершить невозможное – летать на скорости, почти неотличимой от световой. И в 1994 году мексиканский математик Мигель Алькубьерре нашел лазейку, математически обосновав такую возможность. Он создал проект космического корабля с варп-двигателем, способного искривлять пространство. Вот как математик обошел законы физики в своей концепции. Согласно современной модели космологии, Вселенная постоянно расширяется, но она может и сужаться. При этом наука не ограничивает предел скорости для расширения или сжатия пространства. Как раз то, что нужно. Для сверхсветового перемещения варп-корабль сжимает перед собой материю. Позади она расширяется и окутывает космическое судно пузырем пространственно-временного искривления. В этой оболочке звездолет остается неподвижным, а передвигается сам пузырь. То же самое происходит с вами в машине, поезде или самолете. Транспорт перевозит вас в каком-то направлении, но сами вы при этом не двигаетесь. По такому принципу, не нарушая законов физики, варп-корабль способен почти догнать свет. Если отправиться на нем к Проксима Центавра-Б, то на дорогу уйдет всего 6 месяцев. Подобный срок указан в расчетах Мигеля Алькубьерре. Конечно, такого фантастического корабля еще не существует, но мы можем протестировать его прототип. В НАСА создали 3D-модель корабля, который назвали IXP Enterprise в честь звездолета из сериала «Звездный путь». Прежде всего привлекает внимание необычная форма космического судна. Его двигатель представляет собой 2 кольца, которые должны создать пузыри пространственно-временного искривления вокруг корабля. Для создания реального варп-двигателя необходима экзотическая материя с отрицательной массой. Это странное вещество, которое при толчке ускоряется в сторону, противоположную приложенной силе. Предположим, что при игре в волейбол вы бросили вперед мяч из экзотического материала.
Он полетит не к сетке, а прямо вам в голову. Так и в варп-двигателе эта материя будет сужать пространство, направляя его в обратную сторону от естественного движения. Проблема в том, что нужная экзотическая материя в природе до сих пор не найдена. Правда, команда физиков из университета штата Вашингтон недавно получили жидкость с отрицательной массой, которая при ускорении движется в обратном направлении. Но одно дело превратить в экзотическую материю несколько атомов, а другое — произвести ее достаточно для межзвездных путешествий. Расчеты необходимой энергии неутешительны. Варп-двигатель будет непомерно прожорлив. Однако ученые не отступают. Недавно в НАСА провели эксперименты с колебаниями сегментов варп-двигателя на высоких частотах. Результаты показали, что этот процесс упростит движение корабля через пространство-время. Еще таким образом удастся значительно уменьшить нужное для перелета количество экзотической материи. Понадобится примерно столько энергии, сколько используют в США за год. Топливо поместится в резервуар, сопоставимый по размерам с космическим зондом Voyager. Это, конечно, очень много, но допустимо. Так, шаг за шагом ученые приближают нас к таинственной звездной соседке. Межзвездная парусная регата между Солнцем и Альфа Центавра, прыжок к тройке ближайших к нам светил на варп-корабле. Сейчас об этих невероятных развлечениях, кажется, можно только мечтать. Но не будем забывать, что в науке не раз случались настоящие прорывы. Возможно, один из них позволит создать тот же варп-двигатель намного быстрее, чем мы думаем сейчас, и долететь до ближайшего светила. Наверняка удивительное трио звезд Альфа Центавра по-соседски сможет рассказать много интересного. Например, как они уживаются в общей коммуналке. А их планета Проксима Б даже пригласить нас на постоянное место жительства, став вторым домом для людей. Надо только проложить к ней регулярный и быстрый маршрут. Путешествия по Вселенной у нас всегда получаются яркими и удивительными. А в этот раз предлагаем получить еще больше драйва. Отправимся намного дальше, чем обычно. В невероятные, пока не освоенные космическими первопроходцами места. Другие вселенные. Что может быть круче? Там может оказаться то, чего мы никогда не видели, но очень мечтали посмотреть. Или жутко боялись. И вот наше воплощение своих самых безумных страхов. А может, попадем в своего рода зазеркалье, где все до боли знакомое и одновременно непонятное, чужое. Мы даже рискуем там увидеть самих себя. Второй, третий, 100-й экземпляр, размноженные как на ксероксе. Психологи говорят, что встреча лишь с одним своим клоном способна оказаться огромной радостью или смертельным ментальным ударом. Однако нам, бывалым путешественникам, такое приключение вполне по силам. Мы проберемся по дебрям чужих мирозданий, куда даже теоретически не проложена дорога. Но ученые уже видят отдельные тропинки к цели. Куда они нас приведут? Космологи называют мультивселенной гипотетический набор многочисленных реальностей. Каждая включает все, что существует: пространство, время, материю, энергию, информацию, физические законы, которые их описывают. Концепции таких вселенных обсуждались на протяжении всей истории цивилизации. Есть ли у нашего мироздания соседи, давно интересует не только космологов, но и физиков, философов, литераторов. По некоторым данным, идею о бесконечных мирах впервые высказал греческий философ Анаксимандр в VI веке до нашей эры. Однако ведутся споры о том, говорил ли он о том, что мы сегодня понимаем под термином «мультивселенная», и если да, то существовали ли эти миры одновременно или последовательно. Первыми, кому мы можем определенно приписать концепцию бесчисленных реальностей, являются Левкип и Демокрит, а затем Эпикур и Лукреций. В III веке до нашей эры философ Хрисип тоже предположил, что мир вечно умирает и возрождается, фактически предполагая существование множественных вселенных во времени. В наше время интерес к идее вырос. Особенно о гипотезе заговорили после того, как более 100 лет назад
Ее предложил знаменитый физик, один из создателей квантовой механики Эрвин Шрёдингер. В 1990-х годах приобрели популярность художественные произведения, где действия происходят в разных вселенных, особенно параллельных. Многочисленные миры показаны в романах «Дракон» Рэя Брэдбери, «Трансатлантический туннель» Гарри Гаррисона и других. В мультивселенных зачастую действуют и современные супергерои медиафраншизы Marvel, популярных фильмов «Человек-паук» и «Росомаха». Многие компьютерные игры, комиксы посвящены этой теме. Мультивселенная все больше привлекает внимание не только авторов художественных фантазий, но и ученых. Она постоянно фигурирует в научных дискуссиях и статьях. Возникают новые концепции параллельных реальностей. В настоящее время существует множество классификаций мультивселенной. Одну из самых распространенных выдвинул шведско-американский космолог и астрофизик Макс Тегмарк. В видении ученого мультивселенная является математической структурой и состоит из 4 уровней. Первый включает реальности за пределами космоса, которые могут наблюдать астрономы. Так, по мнению автора классификации, существуют вселенные с похожими или даже идентичными конфигурациями. Уровень 2 представляет миры с другими законами физики. В основу идеи положено инфляционное расширение пространства и времени в нашей Вселенной. Однако на втором уровне некоторые области космоса перестают расширяться, из-за чего симметрия может нарушаться. Так возникают миры с разными свойствами и физическими константами. Третий уровень переплетается с интерпретацией мультимиров в квантовой механике. Там существует множество параллельных реальностей с одинаковыми законами природы, но они находятся в разных состояниях. И, наконец, 4-й уровень назван конечным ансамблем. Ученый считает, что все мироздания одинаково возможны и могут быть описаны разными математическими структурами. Вообразите любую вселенную, даже самую немыслимую. В этой концепции она становится действительностью. В свою очередь, физик-теоретик Брайан Грин в 2011 году сформулировал 9 типов мультивселенных: стеганную, инфляционную, бранную, циклическую, ландшафтную, квантовую, голографическую, смоделированную и окончательную. Есть еще теория космологии черных дыр, пузырькового мультимира, вселенных в разных измерениях. Позже мы обязательно побываем в самых интересных мирозданиях, которые для нас приготовили ученые. А пока отметим, что наряду с теоретическими концепциями исследователи ищут им реальные подтверждения. В 2010-х годах ученые проанализировали данные зонда WMAP и заявили о сенсационной находке. По их словам, в сведениях зонда имеются доказательства столкновения нашей Вселенной со своей соседкой в далеком прошлом. К сожалению, это потрясающее предположение в дальнейшем не подтвердилось. Более тщательный анализ данных WMAP и еще более продвинутого спутника Планк не выявил никаких доказательств столкновения миров. Кроме того, не оказалось даже намеков на какое-то гравитационное притяжение других вселенных к нашей. Поиски следов мультимира продолжались, и в 2015 году астрофизики вновь праздновали победу. Ученые решили, что нашли доказательства существования альтернативных реальностей где-то в невероятно далеком прошлом. Отпечатки другого мироздания, по их мнению, появились в нашей Вселенной сразу после Большого взрыва. То есть событие произошло примерно аж 13,77 миллиарда лет назад, откуда взялся странный доисторический след. Исследователи проанализировали спектр космического излучения и обнаружили загадочную аномалию. Она представляет собой сигнал в 4500 раз ярче, чем он должен быть, исходя из числа протонов и электронов очень ранней Вселенной. Этот сигнал — линия излучения, возникшая в результате образования атомов в те времена, больше не соответствует другому миру. Причем соседняя реальность отличается от нашей химическим составом и, возможно, физическими законами. Она соответствует Вселенной соотношением частиц материи к фотонам примерно в 65 раз больше, чем у нас. Не исключено, что сигнал возник, когда параллельная Вселенная сбросила некоторые из своих частиц материи в нашу.
Правда, существует 30% вероятность того, что загадочные позывные являются лишь шумом, некими космическими помехами. Так можно допустить, что аномальное излучение возникает вследствие искривления входящего света от далеких галактик. Искажать картину могут и облака пыли, окружающих Млечный Путь. Да, пока даже с косвенными доказательствами существования мультивселенной мало что сдвинулось с мертвой точки. Те наметки, которые возникают, еще требуют весомого подтверждения. Неудивительно, что в научном мире многие скептически относятся к теории мультивселенной. Космолог Пол Дэвис выдвинул ряд аргументов в пользу того, что все гипотезы параллельных миров ненаучны. Главный вопрос – как можно проверить существование других вселенных? Конечно, есть области Вселенной, куда не способны заглянуть современные телескопы. Что там находится, действительно большая загадка. Но это все не подтверждает и не исключает существование бесконечного количества миров. По мере развития теории мультивселенной все больше приходится принимать их опасения на веру, и все меньше возможностей предоставляется для научной проверки гипотез. Иногда их изложение напоминает теологические труды. Теория других реальностей может быть прикрыта научным языком, но по сути она требует той же степени веры. Исследователь Джордж Эллипс тоже выступил с критикой мультивселенной. Ученый не считает это традиционной научной теорией. Если мультивселенная и существует, она расположена где-то далеко за пределами космологического горизонта, и вряд ли когда-нибудь будут найдены прямые доказательства того, что есть и другие мироздания, кроме нашего. Кроме того, в большинстве теорий вселенные полностью разобщены. Ничто из того, что происходит в любой из них, не связано с событиями в любой другой. Мы не можем ничего теоретически описать, и тем более проверить наблюдениями за пределами нашей Вселенной. Чужие реальности никак не взаимодействуют с доступным нам пространством, временем, материей и энергией. Это отсутствие какой-либо причинно-следственной связи исключает любые доказательства существования параллельных миров, даже если они где-то есть. К тому же в последние годы появилось много научных исследований, результаты которых противоречат известным нам законам физики. В медиа эти истории быстро приписывают к открытию параллельных миров, однако ученые не спешат разбрасываться подобными заявлениями. Аномалии нашей Вселенной не добавляют очков в пользу мультимира. Попытки проверить существование соседей по Вселенной тоже ничего не приносят. Это, по мнению критиков, ставит вопрос о существовании параллельных миров все под большее сомнение. Одно из самых известных подобных исследований касалось экспериментов с антарктической импульсной переходной антенной «Анита» для излучения нейтрино, космических частиц сверхвысокой энергии. Невероятная частица не имеет электрического заряда, практически не взаимодействует с любой материей и может менять свои характеристики. Исследователи высказали версию, что нейтрино является зеркальным отражением наших частиц в других мирозданиях. Их пока не нашли, но в этом могут помочь современные детекторы. Поймать частицы в нас решили с помощью радиоантенн «Анита». Их закрепили на гелиевом аэростате, который поднялся на высоту около 37 километров. Оттуда приборы наблюдали за взаимодействием космического излучения в радиодиапазоне с антарктическим ледяным покровом. Участник миссии, физик Питер Горхам, считает Антарктиду идеальным местом для подобных поисков. Лед обладает удивительным свойством почти полностью пропускать радиоволны. Это позволяет смотреть сквозь него на несколько километров. В результате наблюдений ученые засекли один из 3 видов нейтрино – тау-нейтрино, которое может лежать в основе так называемой зеркальной или темной материи. Однако выяснилось, что тау-нейтрино исходит из внутренней части Земли, а не из космоса. Так что зеркальная материя и даже зеркальная Вселенная теоретически все еще могут быть реальными, только тау-нейтрино здесь ни при чем. Сейчас физики пытаются засечь следы темной материи и антиматерии. Таинственные вещества могут представлять множество невидимых нам частиц, образующихся в результате распада нейтринов. Кто знает, возможно, на этот раз ученых ждет удача,
и они вычленят из этой смеси пришельцев из параллельных миров. Какими они будут? Посмотрим на те картины, которые рисуют гипотезы ученых. Сначала отправимся в пузырьковую мультивселенную, поскольку ее чаще всего упоминают космологи. Она предстанет перед нами в виде пузырящейся морской пены. Каждый пузырек в ней отдельная вселенная, и наше мироздание лишь один из них. Вселенных может оказаться бесконечное количество, причем полностью обособленных друг от друга. В них будут действовать собственные законы физики, плавать в пространстве звезды, галактики, черные дыры. На эту идею космологов натолкнула космическая инфляция. По мнению исследователей, процесс на разных участках пространства совсем неоднороден. Вполне вероятно, в некий момент инфляция где-то завершилась, а где-то она продолжается до сих пор, рождая новые пузырьковые вселенные. Чтобы лучше понять, как это работает, можно представить все сущее как кастрюлю с закипающей водой. Избыток энергии в ней приводит к бурлению, флуктуациям в пространстве времени. В итоге образуются пузыри, новые вселенные. Если они получаются маленькими, то быстро схлопываются, а их энергия используется для рождения новых миров. Но если пузыри вселенных прочные, то они растут и расширяются, пока не взорвутся. Энергия, которая образуется после этого, тоже приведет к образованию новых реальностей. То есть гипотеза мультивселенной перекликается с теорией Большого взрыва, с которого началось наше мироздание. Такие взрывы происходят постоянно, когда лопаются пузырьки многочисленных реальностей и служат стартом для появления новых миров. Сейчас ученые пытаются найти весомые доказательства своей гипотезе. Например, если соседний пузырек мультивселенной когда-то в прошлом оказался рядом с нашим, оба могли столкнуться между собой. Тогда после катастрофы наш мир получил заметный отпечаток. Этот может проявиться в странных свойствах галактик, которые находились на месте происшествия, или в искажениях космического микроволнового фона. Поскольку каждая вселенная возникает собственными законами физики, набором частиц, расположением главных сил природы, это трудно объяснить с точки зрения нашей науки. Примером подобных загадок могут служить темная материя и космологическая постоянная, плотность энергии вакуума, с которой во многом не может разобраться наука. В целом же картины пузырьковой мультивселенной ученые рисуют по-разному. В своей последней работе знаменитый астрофизик Стивен Хокинг заявил, что модель бесконечной инфляции является неверной. По мнению ученого, у космоса есть четкие границы, размеры и структура. Хокинг утверждал, что мирозданий также не может быть невероятно много. Скорее всего, их несколько, и все похожи между собой. Но пока большинство космологов склоняются к версии, что пузырьков в мультивселенной столько, что не счесть. Пожалуй, самым захватывающим в этой гипотезе для нас станет вероятность встретить своего двойника. Поскольку существует бесконечное количество реальностей, среди них будут точные повторения вас и ваших действий, происходящих одновременно в разных мирах. А вот физики из Копенгагенского университета космическую инфляцию видят как сюжет для сценария в стиле хоррора. И знаете, что выступает в роли чего-то типа абсолютного зла? Наша Вселенная. По мнению ученых, она регулярно сталкивается с новорожденными пузырьковыми реальностями, а затем их проглатывает. Именно такая подпитка позволяет космосу постоянно расширяться, наращивая скорость. Подобные выводы ученые сделали на основе своей математической модели. Согласно исследованию, процесс слияния с другими вселенными увеличивает объем нашей. Это может восприниматься современными научными инструментами как расширение. Сюжет с поглощением соседа предполагает, что наше мироздание будет существовать практически вечно. Ему хватит неисчислимых новорожденных вселенных для постоянной подпитки. Жутко, конечно, хотя хочется видеть свой мир бессмертным. Но какие шансы того, что эта гипотеза верна? Космологи не отрицают, что в идее есть своя логика. И все же пока в ней слишком много пробелов. В частности, непонятно, как происходят страшные обеды вселенных каннибалов. А главное, хотелось бы знать, не грозит ли нашему мирозданию опасность стать добычей для хищника покрупнее.
Но может не пузырьки пены, которые поглощают друг друга, а нечто маленькое и практически невидимое больше прояснит этот вопрос. Есть гипотеза, что наше мироздание представляет собой звено в квантовой мультивселенной. Звучит как научная фантастика, но только на первый взгляд. Концепция пустила глубокие корни в современной физике, все больше становясь темой новых исследований. В мире, который представили нам авторы идеи, мы увидим. Думаете, что-то очень не похожее на предыдущую картину? Нет. Это тоже нечто вроде пены из бесконечного числа пузырей. Каждый представляет собой отдельную вселенную с собственными законами физики. В отличие от предыдущей модели, квантовая видит существование всех этих вселенных одновременно в одной точке пространства-времени. Пройдите несколько шагов, и вы в другом мироздании. По некоторым расчетам оно должно находиться в 100-150 метрах от вас. На самом деле, при короткой прогулке в любую сторону вы, конечно, не попадете в другую чудесную реальность. Так где же она? Ответ непрост. В основном загадка кроется в самой природе квантовой механики. Ее объекты могут находиться в нескольких состояниях одновременно, пока мы их не наблюдаем. Этот принцип называется суперпозицией. В квантовой мультивселенной каждая возможная история и будущее реализуются в своей собственной ветви реальности. Но как только мы проводим измерения, то наблюдаем только один из возможных исходов. Причем даже не можем предсказать, какой именно. Одним из самых известных примеров этой дилеммы является воображаемый эксперимент с котом Шрёдингера. В нем объясняется, как квантовые эффекты выглядят на микроуровне. Состояние кота в коробке, живой или мертвый, остается неопределенным, пока наблюдатель не откроет крышку и не создаст реальность. Однако физика до сих пор не имеет ответа, как именно происходит этот процесс. Одной из идей является то, что в мультивселенной оба состояния кота существуют одновременно, разветвляясь в параллельные реальности. Недавно исследователи из Автономного университета Барселоны предложили новый подход к проблеме доказательства теории квантовых мультивселенных. Моделируя взаимодействие таких объектов на компьютере, ученые показали, что даже в рамках квантовой мультивселенной наш мир неизбежно эволюционирует в классический, то есть такой, каким мы его наблюдаем. Странное поведение объектов в квантовом мире мы не видим в нашей повседневной жизни, но новое моделирование физиков набрасывает примерный сценарий. Его суть в том, что мультивселенная состоит из множества параллельных реальностей. Эта интерпретация рассеивает квантовую нечеткость, то есть все возможности становятся реальны, но в отдельных мирах, и один из них наш с классической физикой. Это позволяет квантовым объектам помнить свое прошлое. Физики использовали математическую модель, чтобы оценить, как часто мультивселенная может предоставлять такие разумные, недвусмысленные истории. Оказалось, что происходит быстро и почти каждый раз. То есть наша реальность, похоже, совместима с квантовой мультивселенной. По сути, каждое взаимодействие на каком-то уровне является квантовым. Человек постоянно расщепляется в тот момент на множество собственных копий. Мы делаем это с каждым своим выбором, движением и действием. Такой себе вечный вселенский ксерокс. Вы запускаете его даже сейчас, во время просмотра этого видео. Ваш выбор лайкнуть ролик, поставить его на паузу или на большую скорость уже означает фрагментирование реальностей. Сложность квантовой мультивселенной в том, что она невообразимо огромная. Ведь не только сознательное решение приводит к появлению копий, но и каждое квантовое взаимодействие. Кроме того, ни одна из этих теорий не объясняют, как на самом деле происходит разделение реальностей. Неизвестно также, почему люди не могут такие события наблюдать. Остается вопрос, как вселенные знают, какое расширение производить при каждом квантовом воздействии. Но в космосе, возможно, есть такие себе наводчики на квантовый мультимир – черные дыры. Своей безумной гравитацией монстры легко разрывают звезды и вообще заглатывают всю материю на своем пути. Ученые предположили, что наряду с такими обычными существуют особые виды черных дыр.
Они могли возникнуть в результате проникновения в нашу Вселенную пузырей из чужой путем квантового туннелирования. Так называется процесс, когда частицы преодолевают барьеры выше, чем позволяет их энергия. Как все происходит на уровне микромира? Представьте, что бильярдный шарик катится по некой равнине, а затем оказывается перед холмом. С точки зрения классической механики необходимо узнать энергию катящегося шарика и сравнить ее с той, которая останется у него на вершине холма. Если силы недостаточно, то шарик не сможет перекатиться через холм, а у квантовой частицы есть шанс преодолеть препятствие. Это, конечно, очень примерное сравнение. На самом деле в квантовой физике все частицы одновременно являются и волнами. Они не локализованы в пространстве с абсолютной точностью, а распространены в некоторой области. Иными словами, если гипотетический шарик квантовый, то есть вероятность обнаружить его и внутри холма, и за ним. Предполагается, что в некоторых случаях квантовое туннелирование оставляет после себя пузыри в нашей Вселенной. Они превращаются в черные дыры, которые, возможно, существуют по сей день. Небесных монстров многие ученые вообще подозревают в крепких связях с другими мирами. Есть даже наука о космологии черных дыр. Это модель, в которой наблюдаемая Вселенная является внутренней частью черной дыры. Такая себе необъятная матрешка. По этой теории получается, что наш с вами полный космический адрес тоже включает дыру, внутри которой мы живем. Впрочем, менять адрес рано. Пока нельзя напрямую подтвердить или оспорить такую версию. Невозможно заглянуть внутрь черной дыры. Но давайте предположим, что один отважный любитель приключений решится на подобный шаг. Тогда ему сначала предстоит пробраться сквозь аккреционный диск дыры. Эта область светящегося газа вращается со скоростью света и невероятно разогрета трением материи, поглощаемой дырой. Она мгновенно испепелит любопытного исследователя. Хотя, по одной из версий, у электрически заряженных монстров квантовый туман охлаждает аккреционный диск. Эту область в заряженных дырах исследователю, вероятно, удастся миновать, не изжарившись и не разлетевшись на атомы. Но тогда при падении в маленькую дыру он, скорее всего, будет уничтожен ее мощной гравитацией. А вот в огромном монстре, по мнению ученых, гравитация окажется слабой. Возможно, во внутренностях гиганта наш искатель приключений действительно увидит целую Вселенную. Но мы об этом никогда не узнаем. Черные дыры обладают огромной массой и гравитацией. Они не выпускают никакую материю из своих цепких объятий. Так что пока ученые могут лишь строить предположения о начинке черных дыр с помощью расчетов и гипотез. Долгое время они считали, что внутри космических монстров ничего нет. Ну разве только пыль и останки еще не переваренных звезд, планет, галактик. Однако недавно космологи решили, что внутри электрически заряженных вращающихся черных дыр все не так однозначно. При определенных условиях в них могут существовать фотоны, другие частицы, а возможно и большие небесные тела. Даже планеты способны вращаться в их чреве. Это навело ученых на мысль, что в сверхпроводящей черной дыре пространство растягивается и деформируется, совсем как в нашей расширяющейся Вселенной. И, возможно, это не единственное совпадение. Доктор Никодем Поплавский из Университета штата Коннектикут решил поискать другие аналогии между черными дырами и нашим мирозданием. Согласно стандартной модели, Вселенная родилась в результате большого взрыва из сингулярности. Она представляет собой неделимую точку, в которой не работают известные нам законы физики. Но неизвестно, откуда взялась эта точка с невообразимым количеством энергии. Существует мнение, что в центре дыр тоже расположена сингулярность, в которой максимально спрессована поглощенная материя. Эту точку ученый сравнил с семенем. По его теории, подобное семя в триллионы раз меньше любой из известных нам частиц. Но оно делимо. Когда материя сжимается до критических размеров, семя лопается. Из его содержимого во все стороны разлетаются частицы. Из них формируются звезды, планеты, галактики.
Из такого семени 13,77 миллиарда лет назад в черной дыре родилось наше мироздание. Так что сейчас мы находимся в черной дыре другой, более огромной Вселенной. А внутри монстров нашей реальности тем временем возникают новые миры. Если отважный искатель приключений достигнет цели, возможно, окажется в одной из таких вселенных. Или туда попадут его разрозненные частицы. Тем временем Поплавский развернул свою теорию еще в одну сторону. Он предположил, что вселенные после рождения не остаются в черных дырах. Монстр взращивает и выталкивает из себя вселенную, при этом сохраняя связь между своим и новым миром. Примерно как общий корень, соединяющий два дерева. Черную дыру и новую вселенную связывают кротовая нора. Это отверстие возникает на дне монстра из-за давления вращающегося семени сингулярности. Когда это семя лопается, его энергия и материя выстреливают в червоточину. По ту сторону черной дыры образуется белая дыра, новая вселенная, а кротовая нора как туннель соединяют монстра с возникшим миром. Согласно расчетам Поплавского, в белых дырах должно наблюдаться постоянное расширение, такое же, как в нашей Вселенной. Это говорит в пользу его версии о появлении обычного нам мира из гигантской дыры во Вселенной, прародительницы. А монстры нашей Вселенной, в свою очередь, вынашивают семена дочерних миров. Но что случилось бы с нашим искателем приключений при таком развитии событий? Трудно сказать, смог бы ли он живым попасть в белую дыру. Однако назад ему точно дороги нет. По мнению большинства космологов, билет из белой дыры природа не выдает. И мы никогда не узнаем от первопроходца, что находится в черной дыре. Однако Никодем Поплавский предлагает теоретические и опытные доказательства своей гипотезы. Он продемонстрировал процесс возникновения Вселенной в черной дыре на простом примере с двумя пластиковыми бутылками. Одна из них наполнена жидкостью, а другая пустая. В пробках обеих проделаны отверстия. Ученый поставил полную бутылку на пустую, пробка к пробке. Жидкость в верхней емкости стала закручиваться в воронку и выливаться в нижнюю, расширяясь на всю бутылку. Примерно как черная дыра заполняет материей и энергией пространство белой дыры через кротовую нору. Ученый привел и более научно обоснованное доказательство. Оно связано с известным фактором вращения всех галактик, звезд, черных дыр, планет в нашей Вселенной. Подобное явление должно происходить и в правселенной. Значит, наше космическое пространство сохранит параметры вращения черной дыры, из которой оно появилось. Там, как известно ученым, все движется по спирали. Выходит, часть галактик должна быть закручена влево, а противоположная часть вправо. Такое развитие событий действительно подтверждает наблюдения ученых Университета штата Мичиган. Они исследовали более чем 15 тысяч галактик. Оказалось, что в одной части Вселенной большинство их крутится влево, зато в другой части преобладает правостороннее движение. Теории вселенных в разных измерениях связаны не только с черными дырами. Вот как это объясняется математически. Если в двумерном пространстве на плоскости могут находиться параллельные прямые, то в трехмерном – параллельные прямые и плоскости. Тогда естественно, что в четырехмерном и больших измерениях способны существовать параллельные трехмерные пространства. Они не пересекающиеся, но при этом, возможно, расположены совсем рядом друг с другом. Мы по каким-то причинам не можем воспринимать высшие пространственные измерения. Тем не менее, ученые уже выяснили многие запредельные возможности 4D мира, как он выглядит и что в нем происходит. Выбирая в кинотеатре фильм с пометкой 3D, мы точно знаем, что с помощью специальных очков увидим объемную картинку. А вот 4D-проекцию в кинотеатрах не демонстрируют. Но можно построить ее математическую модель с помощью трехмерного куба. Для этого из каждой вершины фигуры проведем прямые одномерные линии с направленной в направлении новой оси, которую можно выбрать произвольно и сделать под любым углом. Затем, соединив точки, получим двухмерные квадраты. А в целом
новая фигура окажется четырехмерным кубом или тессерактом. В дальнейшем, продолжив прокладывать прямые линии и квадраты по новым осям, можно создать модели более высоких измерений. Согласитесь, что нарисовать 4D или 5D математическую фигуру довольно просто. Но вот разглядеть вживую области высших измерений никто не может. Так, обитатели одномерного мира увидели бы вместо двухмерных созданий неясные линии, а жители двухмерной Вселенной — поперечное сечение пришельцев из третьего измерения. Для примера давайте отправимся в 2D-вселенную. Вы не сможете подать руку в знак приветствия ее жителям, и вообще поздороваться с ними или пообщаться не получится. Обитатели этого мира заметят лишь плоскую, очень странную нарезку наших тел. Сначала мы появимся в виде двух отпечатков стоп, потом перерастает в два круга от ног. По мере нашего прохождения через плоскую вселенную эти круги будут расти, соединившись в овал. Вскоре появятся маленькие кружочки от отпечатков пальцев, постепенно превращаясь в два круга от кистей и рук. Потом все сольется в одно большое сечение плеч. После этого, по мере появления шеи, картинка сузится и, наконец, опять подрастет при прохождении через плоскость головы. Так что для жителей этого мира мы практически останемся невидимками, зато многое сможем с ними натворить. Нам не составит труда попасть внутрь двухмерного пространства, не разрезая его, и двигать внутренности как кусочки аппликации по листу бумаги. Можно вывернуть наизнанку желудок или передвинуть влево и вправо сердце, легкие почки. Либо вообще выдернуть 2D-существо из его мира и куда-нибудь переместить. Примерно по такому же сценарию все будет происходить, если обитатели 4D-вселенной попадут в нашу. Когда высшие существа решат прогуляться по Земле, то, возможно, мы увидим лишь некую странную кучу сгустков кожи. Сами же пришельцы могут сколько угодно рассматривать нашу планету и проводить эксперименты с ее обитателями. При желании они легко, не пролив капли крови, полезут в наше тело и вырвут внутренности. Или вообще забросят нас куда-нибудь подальше от Вселенной. А мы, оказавшись в каком-то невероятно странном месте, даже не поймем, что к чему. Совсем другое дело, если однажды мы каким-то образом сможем стать полноправными жителями 4D мира. Вот тогда можно будет оторваться по полной. Например, бесконечное число раз телепортироваться из одного места в другое, меняя вселенные как перчатки. Сейчас это кажется фантастикой, но, возможно, когда-нибудь мы на самом деле сможем проделывать такие немыслимые штуки. Согласно общей теории относительности, в прошлом наша Вселенная имела больше измерений. По мнению некоторых ученых, при определенном стечении обстоятельств есть шанс однажды вернуть их вновь. На первый взгляд это будет очень круто, поскольку высшие измерения дают мегавозможности, но исследователи предупреждают об очень странных и, возможно, катастрофических изменениях, которые подстерегают нас при переходе в 4D. В одной из моделей четвертое измерение, как вихрь, разметает гравитацию, электромагнетизм, ядерные и другие фундаментальные силы. Физики утверждают, что по привычной схеме эти силы действуют только в нашей 3D-вселенной. Возьмем атомы или их ядра. Они представляют собой строительные кирпичики всей материи. Из них состоят наши тела, да и другие объекты Вселенной. В высоких измерениях эти жизненно важные микрочастицы получат больше пространства для маневра, и связи между ними ослабнут. В результате ферменты нашего организма потеряют активность, белки изменят форму, а ДНК перестанет кодироваться в молекулах. Это означает, что тела людей рассыпятся в прах, и от человечества не останется даже следа. Правда, есть и другие модели, разработанные в рамках теории струн. Они показали, что столь глобальной катастрофе при переходе в 4D может не произойти. Электромагнитные и ядерные силы останутся в пределах 3 измерений. Только гравитация начнет кровоточить в 4-е. От потери такой условной крови сила тяжести ослабеет, и это перевернет весь мир. Например, астероиды, которые в космосе вцепились вместе, разлетятся, а кометы, приближаясь к Солнцу, быстрее испарятся. Но в конце своей жизни они успеют на какое-то время украсить себя феерически красивыми хвостами.
Да и 4D-люди станут совсем другими. Мы сможем двигаться не только вверх-вниз, влево-вправо и вперед-назад, но и еще в одном направлении. А из-за снижения силы тяжести начнем прыгать на километры вперед. Не хуже популярного супергероя фильмов и комиксов Халка. Сама планета тоже превратится в такого себе мутанта. Периодическая система Менделеева растянется в направлении слева направо и станет короче снизу вверх. Каждый элемент после гелия обретет странные свойства. Так 4D-магний окажется благородным газом, а не металлом. К тому же Земля увеличится в размере, особенно в районе экватора. От этого повысится риск, что в один прекрасный момент тебя снесет с поверхности планеты прямо в космос. В прозрачном многомерном мультимире даже свет и гром окажутся другими. Многие физики считают, что свет является родным только для нечетных измерений – 3, 4 и 5. С первым и вторым его вообще не существует, а в 4 он поведет себя очень странно. Невероятно долго станет светить любой огонек, особенно дальний, как если бы что-то отражало яркий свет от Луны. Подобное произойдет и со звуком. Его волны не будут распространяться по воздуху, они сдвинутся назад на себя, подобно ряби на поверхности воды. Так, запустив фейерверк, в нашем мире мы лишь мгновение видим и слышим взрыв. В 4-мерном мире салют будет звучать как затяжной гром и полыхать очень долго, подобно пожару. Есть мнение, что орбиты небесных тел тоже устойчивы лишь в 2 и 3D. Во всех других измерениях они окажутся спиралевидными либо разлетающимися. Во втором варианте Земля после перехода в 4D отдалится от Солнца и станет более холодной. Если же дополнительное измерение достигнет размеров состояния от Земли до Солнца, то и это преимущество быстро потеряет смысл. По некоторым моделям от утечки гравитации все небесные тела в нашей звездной системе лишатся связи друг с другом и внутри себя. Солнечная система полностью развалится всего за 100 лет. Так что лучше нам посмотреть на Вселенную высоких измерений издали, оставаясь в своей. Тем временем не менее удивительную гипотезу выдвинули ученые из Института теоретической физики «Периметр». Они считают, что наша Вселенная является аккреционным диском черной дыры высшего 4-го измерения. Мы, как известно, существуем в 3-мерном пространстве, а вот газовые аккреционные диски наших космических монстров считаются 2-мерными. Так что мешает Вселенной оказаться 3-мерным диском 4-мерной дыры? Ученые предположили, что огромная звезда из 4D пространства в результате взрыва превратилась в 4-мерную черную дыру. Соответственно, аккреционный диск монстра оказался 3-мерным. В него попала материя, которую после вспышки не поглотила черная дыра. Нечто подобное происходит при взрывах сверхновых, которые сбрасывают свои оболочки по окружающему пространству. Наша Вселенная по данной гипотезе и есть этот 3-мерный аккреционный диск 4-мерной черной дыры. В свою очередь, в 2-мерных дисках дыр нашего мира могут скрываться 2D-миры. Мы уже выяснили, что не можем увидеть 4-мерный мир, а в нем родительскую черную дыру. Однако исследователи надеются проверить свою теорию с помощью новой модели Вселенной. Гравитационное воздействие 4D-пространства, по их мнению, должно вызвать колебания реликтового излучения. Сейчас наука позволяет выявить спектр этого излучения и его изменения. По таким колебаниям команда исследователей надеется установить вероятность существования 4-мерной Вселенной. Для проверки своих теорий космологи также строят голографические 3D и другие модели дыр. Нам же будет особо интересен здесь один аспект – как найти дверь в параллельный мир или хотя бы маленькую форточку, куда можно заглянуть. Возможно ли такое? Некий таинственный темный поток, по мнению некоторых ученых, способен домчать нас на своих волнах в чужое мироздание. Давайте посмотрим, как развернутся события по такому удивительному сценарию. Для этого сначала подробнее выясним, куда движется по вселенским дорогам наш большой космический дом.
Млечный Путь, по подсчетам астрономов, мчится по небу со скоростью около 600 км в секунду. Это намного быстрее, чем в модели разлета галактик под действием расширения Вселенной. С развитием рентгеновской и радиоастрономии ученые получили возможность больше узнать о данном парадоксе. Оказалось, что Млечный Путь и соседняя Андромеда движутся к центру местной группы галактик, которая находится в сверхскоплении Дева. Все вместе они летят в центр сверхскопления Ланиакея. Зоной притяжения в середине этого мегакластера выступает Великий Аттрактор, область скопления огромной массы и гравитации. Подсчитано, что его диаметр составляет около 300 миллионов световых лет. Затем ученые нашли гораздо большую аномалию – суперкластер Норма. Она в 10, а может даже в 20 раз массивнее Великого Аттрактора. Именно Норма, вероятно, с огромной силой притягивает к себе нашу галактику. Млечный Путь, который в сотни раз легче этого объекта, словно пылинка, летит в смертельное объятие гигантского суперкластера. И все же масса Великого Аттрактора и Нормы, по всем оценкам, недостаточно велика для притяжения местных скоплений галактик. Но что тогда влечет их в центр Ланиакеи? Ученые начали искать там структуру с более мощной гравитацией и вскоре добились успеха. Им удалось выявить грандиозное сверхскопление Шепли, которое состоит аж из 17 скоплений. Гигант находится на расстоянии около 650 миллионов световых лет от Земли. Он имеет невообразимую массу в 10 миллионов миллиардов солнечных. Но и открытие Шепли не прояснило схему притяжения всех скоплений галактик к одному центру. Массы все равно не хватало. Одно из объяснений этого парадокса как раз и связано с гипотетическим темным потоком. Так ученые назвали согласованное движение скоплений галактик к неизвестной массе вне видимости Вселенной. Признаки этого явления среди данных зонда WMAP обнаружили ученые из Центра космических полетов имени Годдарда, НАСА. После анализа тысячи галактических кластеров авторы работы заявили, что темный поток простирается на 2,5 миллиарда световых лет. Он устремлен к созвездиям Центавра и Гидры. Существует мнение, что странный темный поток связан с каким-то иным миром из гипотетической мультивселенной. Предполагается, что наша представляет собой один из многочисленных пузырьков первичного энергетического поля. И темный поток возник в результате гравитационного притяжения этого пузырька к некой невообразимо огромной массе из параллельных мирозданий. В конечном итоге нас затянет в безумный водоворот из различных вселенных. Постепенно наше мироздание полностью в них растворится, а затем в том океане возникнут новые энергетические пузырьки – вселенные. И так до бесконечности. Лишь самый рисковый путешественник нырнет в этот пугающий неизвестностью темный поток. Нас это не остановит, ведь мы накопили огромный опыт космических приключений. Вот только ученые пока не могут подсказать нам прямую дорогу. Теория темного потока на сегодняшний день очень слабо подтверждена. Тем временем спутник WMAP, похоже, нашел еще одну лазейку в чужой мир, или, по крайней мере, нащупал его отпечаток. В 2024 году астрофизики мысленно содрогнулись от холода, которым на них повеяло из созвездия Эридана. Если ледяной ад существует, то он наверняка спрятан где-то там. Измерение реликтового фона показало, что зловещее место отличается необычайно низкой температурой. Что за невероятная аномалия так безумно заморозила пространство? Холод свидетельствует о присутствии огромной пустоты. Проходя через такие регионы, излучение теряет на своем пути энергию, и все вокруг замерзает. Астрономы назвали аномальную область пространства сверхпустотой Эридана, или холодным реликтовым пятном, и оценили его размер в 490 миллионов световых лет. Есть также мнение, что сверхпустота гораздо больше и занимает участок площадью до 2 миллиардов световых лет. Большинство астрономов и космологов считают чрезвычайно маловероятным то, что холодное реликтовое пятно образовалось при создании Вселенной. Это математически трудно объяснить с помощью космологической инфляции. Еще одно исследование дает более приземленное объяснение.
Холодная область представляет собой оптическую иллюзию, вызванную отсутствием соседних галактик. Самой захватывающей является версия столкновения сверхпустоты Эридана со своей соседкой из другой вселенной. По этой версии каждый из миров мультивселенной, как в яичную скорлупу, заключен в свою собственную сверхпустоту. Астроном Том Шенкс допустил, что в один прекрасный день два таких яйца не разрулили небесное движение и столкнулись. В результате образовался супервойд. Внутри него могут до сих пор оставаться некие трещинки в пространстве-времени, которые ведут в чужой мир. Для доказательства своей теории Шенкс планирует провести более тщательный анализ космического микроволнового фона. В случае удачи реликтовое холодное пятно может стать первым свидетельством существования мультивселенной. Ну и, конечно, не стоит забывать о червоточинах, маленьких проходах, соединяющих одну вселенную с другой. Пока они известны только теоретически, и физики ведут поиски этих туннелей между мирами. В новом исследовании ученые описывают, как найти червоточины в складках нашей галактики. Чтобы лучше понять их версию, возьмите лист бумаги и сверните его в трубочку. Вот так выглядят эти гипотетические проходы. Но как аналогичным образом вот так поступить с пространством-временем? Для этого нужна экстремальная гравитация, такая как вокруг сверхмассивных черных дыр. В новом исследовании физики из Массачусетского университета придумали метод поиска червоточин вокруг Стрельца А со звездочкой, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Очень близко к монстру астрономы давно наблюдают яркую тусовку более 100 звезд, образующих так называемое S-скопление. У светил разная масса, но все они со спринтерской скоростью мчатся по небу. Ученые считают, что червоточина будет вызывать небольшие колебания орбит этих звездных соседок черной дыры. Правда, по оценке исследователей, современные обсерватории недостаточно чувствительны и не заметят небольшие изменения орбит звезд под влиянием червоточины. Зато новые технологии и более длительные наблюдения сделают это возможным в течение следующих нескольких десятилетий. Впрочем, незначительные изменения в орбите звездных попутчиц Стрельца А со звездочкой не станут точным доказательством проделок червоточины. Это будет наиболее вероятным объяснением, но и другие неизвестные космические объекты могут воздействовать на орбиты звезд S-скопления. И даже если червоточина когда-нибудь будет обнаружена, она может оказаться недоступной для путешествий. Люди и космические корабли, вероятно, не смогут пройти через нее. Одну из важных проблем составляет размер отверстия между вселенными. Первичные червоточины, как предсказывают ученые, существуют на микроскопических уровнях и не превышают 10-33 сантиметров. В такую дырочку человек проберется только в форме спагетти. Однако по мере расширения Вселенной, возможно, некоторые из червоточин могли растянуться до больших размеров. Другая проблема заключается в стабильности этих прорех между вселенными. Раньше считалось, что все они быстро разрушаются. Но более поздние исследования показали, что червоточина, содержащая экзотическую материю, может долго оставаться открытой и неизменной. Экзотическую материю не следует путать с темной материей или антиматерией. Она содержит отрицательную плотность энергии и высокое отрицательное давление. Пока такое вещество наблюдалось только в определенных вакуумных состояниях квантовых полей. Если бы удалось наполнить червоточину экзотической материей естественного или искусственного происхождения, то было бы круто. Тогда появилась бы возможность наладить между вселенными постоянную связь. Сегодняшние технологии недостаточны для увеличения или стабилизации червоточин, даже если их найти. Тем не менее, ученые продолжают изучать эту концепцию, ведь она открывает перед человечеством удивительные космические перспективы. Так постепенно наша тропинка в иные миры расширяется и когда-то наверняка превратится в надежную широкую дорогу. Человечество на этом пути вполне вероятно ждет невероятный приз. Мы можем встретить в иных мирах не только своих двойников. Не исключено, что какой-то симпатичный инопланетянин выйдет нам навстречу и помашет рукой, лапой, клешней или чем-то еще. Это не важно.
Главное, чтобы жест означал приветствие, а не предостережение или угрозу. Одной из причин, почему человечество до сих пор не нашло доказательств существования инопланетян, является их переселение в параллельные вселенные. Так считают астрофизики из Даримского университета в Англии. В поисках братьев по разуму ученые использовали уравнение американского астронома Фрэнка Дрейка. Формула позволяет оценить число развитых цивилизаций в нашей галактике. Оно указывает скорость звездообразования, количество планет, пригодных для жизни, и вероятность возникновения разумной жизни. Английские астрофизики адаптировали это уравнение к условиям мультивселенной. Главное внимание исследователи сосредоточили на темной энергии, загадочной силе, ускоряющей расширение нашего мироздания. Команда обнаружила, что в параллельных вселенных с более оптимальной плотностью темной энергии жизнь могла бы развиться значительно легче. Например, в мирах, где 27% обычной материи превращается в звезды, вероятность появления жизни выше, чем в нашем, где этот показатель составляет 23%. Иными словами, наша Вселенная не самая благоприятная для развития жизни, а вот другие миры могут просто кишеть чужими расами. Передадим мысленно привет всем возможным соседям по вселенным и заодно нашим двойникам, которые тоже заканчивают просмотр этого видео. С удовольствием когда-то побываем у них в гостях. Ждем, когда ученые откроют портал.